Хоба. Или не хоба. Сейчас надо кое-что перепроверить. О, даже к Ютубу я подключился. Подрезать. Мне пишут, что я решил Давха подрезать. Мне разрешили подрезать. Ну, сказали не подрезать. Сказали так, тут на фоне быть. Почему даже не захватывается стрим? А вот, захватился. Захватилась Ваха. Здрасте, здрасте. Сейчас тут все проверим. Но мы все равно будем отставать от оффстрима немножечко. Потому что мне сказали, чтобы я не перегонял оффстрим. Мне на одну игру больше показывать. Привет, лесная тварь. Привет, Краблинг. Это, кстати, один и тот же человек. Привет, дикий кабан. Реально даже с трех твинков пишет, я понял. Здорово, Ньюшарк. Райден. Нелат. Мотя. Здрасте, ребята. Шокер. Привет, Алхимик. Скиф. Аэктан. Димас. Беремос. Хамстер. Барсик. Ну вообще. Сколько людей. Где песня «Авиаклуб»? Ее забанили за авторские права. И забанили, потому что... И забанили еще текст. Ее присвоил себе бандит. Все, нету больше авиаклубов. Не, ну я потом займусь разбаном. Пока времени нет с бандитами воевать. Что за ужас? Мне тут здесь чат Твича перекрыло какой-то шляпой. Так. Здравствуйте все, кто подошел, ребята. Стример починил вентилятор. Я лом воткнул в него пока что, чтобы его заклинило. Он держит. Я думаю, в целом несколько часов он продержит, пока его вентилятор не перекусит. Привет, Резнович. Так что все пока в порядке. Так, ребятки, мы начнем даже с 1/8 с одного раунда. Как раз дадим Давху вперед вырваться. Мне разрешили не рестримить, я буду по репкам стримить. Параллельно в трансляции, просто не перегонять. Так что мы спокойненько с вами все зачекаем. Так сказать, не по пережатому качеству. Начнем с Краблинг против Энджойера и потом пойдем. Надеюсь, там Давх не будет это тормозить. Финал не знаю. Финал, мне кажется, там чисто турин. И будем рестримить. Но мы можем только пожелать Краблингу, чтобы он проиграл и сидел со мной и рестримил финал, а не занимался игрой, правильно, пацаны? Вот. А там не знаю. Вот. Краблинг проиграет, его кикнут из ВМ, и он будет сидеть со мной на комментаторском кресле спокойненько со фулл-тайм стримером. Но пока держим его изоляцией. Да. Ну, короче, болеем за краба. Чё, ребятки, давайте врываться. У нас
разогревочный матч, который Краблинг уже показал на своем канале вчера. И Алрик вчера его закастил. Краблинг против Attack Speed Enjoyer. Attack Speed Enjoyer сразу спрятал свой тег, чтобы Краблинг в него ни из какого клана не выкинул. У нас Норска против Вудов. Так. Вудельфы. Норска-вельфы. Кстати, не помню, видели ли мы вообще часто этот матчап или нет. Норска против Вудов. Конечно же, огненная башка. Тут куда без нее. Это же Вуды. Вульфрик на коняке. Затаренный, кстати, солидно. Уже меч Торгальда есть. Мне кажется, было. И мы видели Вульфрика против Дуртху. Уже такой движ. Чё у нас по эльфу? Диких всадников, набор нормальный. 5 паков диких всадников. Просто жесткая ставка на каву. У Краблинга без вульфхиднаров движуха. Через коней-милишников. Причем кони-милишники антипех. Сразу видит Attack Speed Enjoyer возможность зачаржить. И использует ее. Краблингу конкретно здесь пока нечем закрыть. Да и Краблинг не особо спешит закрывать. Судя по всему, пошла огненная голова, которая неплохо пробила лучников. Другой пак убежать успел. Насыпается все щиты в недорогие отряды, поэтому можно пока впитывать. Краблинг набил больше, чем потерял. Это 2 раза переваленный хлеб, ребята, мы уже смотрим. Короче, и там, и тут ставка на мощную каву. Кстати, что тут по лорду? Это лорд? Ядрить цена лорда, конечно. Мое почтение. Лорд 500 рублей. И здесь получается какая-то коробка интересная. Но на самом деле не знаю, есть ли смысл становиться коробкой Attack Speed Enjoyer и принимать все именно с точки зрения обороны. То есть он как бы дает Краблингу себя окружить и нападать с 2 сторон. Как будто бы правильнее просто перегрузить Краблингу один из флангов. Да, у краба с 2 сторон кава. И попытаться одну сожрать. У оленей скорость 90-90. Ну, здесь тоже, правда, скорость высокая, не просто так не схаваешь. Хотя перехватить можно. Вот эти ребята подставились, их можно перерезать, попытаться. Несется Attack Speed Enjoyer на перерезку. Тут застряли немножечко грабители. Лучники, правда, чуть подставляются. Опачки. Чарж. Больно. Но яда нет, нечем замедлить. И сейчас уже подставится Attack Speed Enjoyer. Возможно. Волки здесь. Видит Speed Enjoyer. И контрчаржит здесь. Кава убегает. Краблинг пытается окружить. Бросается в толпу стая. Вульфрик навалился на ворожею, на бедолагу. Если попадет несколько раз, будет очень больно. Видит Attack Speed Enjoyer, что его пытается флангануть. Зафокусил лучников. Здесь успешно Краблинг убегает. Отвлекает. Начало неприятное, плюс-минус размен. Хотя начало ни для кого не неприятное. Но очень сильно убежали здесь... кавалерия убежала за 700. Практически до линии. Успеет ли Краблинг доесть это все дело? Убил один пак кавалерии. Волки прорвались. Волки прорвались. Итак, сколько паков кавы здесь осталось? 1 пак кавы остался. Всего лишь 1 пак. У Enjoyer. Ему надо возвращаться. Главное, чтобы он не забыл, как обычно он забывает отряды. Вроде нет. Краб контролит. Лучники окружены. Пехота добралась. Здесь все еще очень успешно удается Кайп. 90-77. Очень устала кавалерия Enjoyer. Очень сильно. И здесь очень сильно устала.
Скорости уже былой нет. Но довольно успешно магичка пережила драку, смотрите, с Вульфриком. Ушла даже целее Вульфрика. Блин, как ровно идут. Как ровно идут. Чарж на чарж. Ну, у него очень хорошая ситуация здесь у Краблинга, честно говоря. Олени возвращаются назад. Можно сказать, 2,5 пака оленей. Кавалерия перебита. Практически. Удастся сейчас, возможно, кусануть лучников, но сюда же несутся дикие всадники. Начинает Краблинг чуть-чуть отставать. Вульфрик попадает по магичке. Пока пытался добраться до лучников, очень много кавафайтов выиграть не удалось. Кораблик. Пошел кораблик. Вульфрик, конечно, сильно унижает эту бедную магичку. У нее брони нет, у Вульфрика атака огромная. Как дела, кстати... О, только хотел сказать, как дела у нас у мага огня? Как он выдал мощнейшую голову. Сюда тоже нормально залетит у этих работяг, брони нет. Да, маг огня здесь просто может вытащить ситуацию. Так это еще эфемир. Посмотрите, сколько набил. Но если Краблинг задует кавалерию каким-то образом, то, конечно же, с пехотой он разберется на такой магии. Эта подруга избита, много набить она не успела. Если еще раз попадет, там прям всем капец. Несмотря на то, что Краблинг отстает по value, возможность победить у него есть. Чисто за счет магии оставшейся. Останется только как-то разобраться с этим фуловым паком оленей. Опасным фуловым. Но у которого тоже мало брони. Которого тоже можно подзадуть огнем. Кулдаун уже прошел. На башку есть снаряга. Снаряга Акамана. Возможно, этих бедолаг сейчас будут на голову ловить. Или что-то типа того. На голову. Вот они поперли. Чарж. Фига копейщики просели. А как так? Тыл. Отступающий рядом. Напуганный, высокий урон. Довольно много морали им пробили. Если бы это была обычная пехота, а не эльфийская, с 80 дисциплин, они бы давно убежали. Начал контроль. Преимущество, кстати, теряет потихоньку Enjoyer. Лорд. Вот если она сейчас отступит, и отряды потеряют 16 дисциплины, это будет очень сильно. Пошел корабль. Ой, как больно. Ой, как больно. Тут даже огненная голова не понадобилась. Хорошо накинул краб. Олени откисают. Но это победа. Уже. Огненная башка еще не потрачена. Но, собственно, она тут кого-нибудь да сейчас прожарит. Вот дрядок. Так, командирша умерла. Пошла огненная башка. Хепе в минус. Краблинг кидал так, чтобы задеть и дриад в том числе. И задела, кстати, вот этот отряд. Да, пламенем. Что важно. Ну и все. Блин, ну это крутой камбэк, конечно. Я думал, Краблинг здесь сейчас этот матч проиграет. Солидно, солидно. Хотя начало грустное, посмотрите. 0. Какая поплава была с отрядами. Вообще полная поплава. 2 пака стерты в хлам. Спойлерить нельзя. Поехали следующий смотреть. Так, Хаос против Бретонии. Ну, Краблинг должен очень хорошо знать этот матчап в целом.
Больше интересно, как Attack Speed Enjoyer будет пытаться с этим всем воевать. Поэтому он взял, что интересно, кучу дешмана. Мобильный билд. У нас много дешевых йоманов. У нас странствующие рыцари, что интересно. Работяги. Интересно, под кого странствующие рыцари взяты. Ну, то есть против чего у хаоса они хорошо работают. Против адских бродяг размениваться. Да, 80 брони. Ну, плюс-минус можно разменяться. Вас еще больше. Да. Самое сложное здесь, конечно же, убить Сарту и Зона Падшего. Есть еще гниющие всадники, но для этого есть рыцари на гиппогрифах. Для этого всего дела. У Краблинга маг металла, у Краблинга трансмутка. Тут еще на 115, это же у нас Сарта. Сарта еще и боец нормальный, по шапке может надавать. Хотя Альберик, конечно, там вообще серьезный боец со своими всеми этими бонусами. Сарта не захочет с ним сражаться. Прям вообще никак. Никак и никогда. Тут еще пегасы, которые могут присесть тоже на хашку врага. Дерзко летят вперед странствующие рыцари. Их прикрывает Альберик. Нормально влетела. Пошла улучшенная кровь земли. Краблинг пытается здесь окружить. Один отряд кавы съеден. Хашки максимально долго избивают. Не, ну Краблинг за время, которое он потратил со старта групповой, вырос. Ну, точнее, не вырос, а вернул себе расторопность. Уже заметно. Пошла жесткая трансмутка. Бедные рыцари сели в одиночестве, им никто не поможет. Это очень серьезный удар по Attack Speed Enjoyer. Просто страшнейший удар. Он теряет ключевой свой отряд. Альберик остается один, он тоже может откиснуть, потому что ему драться вообще не вариант. Здесь сейчас будет выигран бой Краблингом. Да. Просто втянул и удалил. Я что, пишут ключевая игра, это третий, что ли, раунд? Да нет. Второй, все нормально. 2-0, тут Краблинг легко победил. Attack Speed. Полез. Получил трансмутку. И был съеден. Но это жестко. Показывает, насколько тонкие рыцари на королевских гиппогрифах. Насколько тонкий Альберик, несмотря на всю свою мощь. Конечно, Краблинг живее кастит свои игры, потому что он знает, что он думал. Плюс это каст. Естественно. Моя задача пока быстро отсмотреть. Потому что у меня впереди еще 6 матчей, ребята. 6. Дарки против Бретонии. Интересно. Бретонец... Ой, Дарк собрался тут что-то плеваться, кидаться. Да. Собственно, естественно, ребята, если хотите аналитику, да и в целом, в любом случае, я вас призываю смотреть все это у Краба, где он вам все расскажет. Я тут для контекста, для тех, кто смотрит чисто стримы, и плюс для того, чтобы самому посмотреть. Вот. Конечно, Краблинг вам намного больше всего расскажет. Кто для чего, шо когда. Итак, здесь теперь зеленый Attack Speed Enjoyer. Он взял Лор Бестов, кстати, опять здесь. Что интересно.
Лор Бистманов в Бретонию закидывать. Да, вторая игра закончилась. Взята сверхдорогая кава, рыцари на хладнокровных, рыцари ужаса на хладнокровных. Очень дорого-богато против Бретонии. 3 кусочка пиццы, 4 кусочка пиццы здесь, 3 пиццы здесь. Бретонец попытался... Ой, бретонец, тьфу ты. Темный эльф пытался немножечко покатить, получил лучников. Конечно же, колесницы не хотят с лучниками перестреливаться. Нет смысла ни по бабкам, ни по эффективности пытаться. Они хотят обстреливать кавалерию. Пока, кстати, ни одну модельку не убили. Зеленый рыцарь. Чем его пробивать? Кстати говоря, а что, магической атаки нет? Не подготовились. Не подготовились. Магической атаки нет, он будет борзеть. Борзеть максимально жестко. Наследники Грааля нагло поперли вперед. Да, не боится вообще. Чё, у кого там какая магическая атака? Поехали наглеть. Дальность 160. Дальность 150. О, Краблинг решается на размен. Пошел размен. Кстати говоря, какой-то довольно неприятный размен для рыцарей на хладнокровных, учитывая, что они значительно дороже этой кавы. Рыцари королевства чаржили не в ту сторону. Немножечко застряли. Ой, как неприятно. Зеленый рыцарь напугал рыцарей на хладнокровных. Драка сейчас невыгодна темному эльфу, потому что он взял 3 отряда колесниц. Ему нужно их реализовывать. Просмотрел здесь атак спид комету от феи. Жопастый щит кинул Краблинг. Но вот эти 3 отряда, 3000 голды сейчас особо ничего не делают. Это, наверное, главная проблема для Enjoyer. Поймали Мантикору, ее избивает Фламину. Как их успеть реализовать, эти колесницы? Хотя, с другой стороны, они, наверное, могли начать нагло ездить по лучникам. Я, правда, забыл, как они лупасят лучников. Могут ли они их пробить или нет. Чисто в миле. Чтобы, по крайней мере, лучники не стреляли. Или кавалерия отвлеклась каким-то образом на защиту. Потому что, ну, в бою сейчас колесницы, именно как стрелки, мало чего могут делать. Да, и они поехали. Они поперли. Продолжается размен. Атак Speed Enjoyer не может ничего хилить. Ему нужно накопить удаль. Вот, кстати говоря, и тоже надо было колесницами в миле идти. Хотя бы в крестьян, чтобы быстро удаль накопить. И после этого начать размены кавы. А то, что сразу начались размены кавы, это максимально невыгодная ситуация для Тарка. И максимально выгодная для бретонца. Да, посмотрите, что сделали. Телеги просто поотрубали все. Но удали до сих пор нет. Скоро кавалерия закончилась, а удали все еще нет. Пошла удаль. Поперла. Атака 52. Здесь все еще шипастый щит очень сильно помогает. Рыцари черного когтя рубятся вообще до конца. Посмотрите, какие они крепкие. И ровненько идут игроки. Удаль начинает переворачивать. Бой затянулся. Краблингу прям очень неприятно. Внезапно стало. Посмотрите, как больно. Телеги все уничтожили. И он начал давить. Удивлен, что даже из такого неприятного начала атак Speed Enjoyer смог вырулить. Все разбито. Все разбито. Офигеть. Чисто на разменах. Но мув колесниц тоже очень сильно, да, повлиял. Нормас. Нормас.
Суисайд феи. Фея на ужасе, не отступает пока. Есть шанс еще ее спасти. Флаг не повешен. То есть ее не проводят. Она сейчас восстановится. Она восстановилась. Но Мантикора вцепилась. Вцепилась очень сильно. Рыцари Черного Когтя офигенно подрались в окружении. Они довольно быстро просели до середины. Фея застряла, ей больно, ее сейчас напугают. Выжившая Мантикора против рыцаря, конечно, тоже карты сильно спутала, но это ГГ. Вытянул. Просто рыцаря доковыряли. Доковыривают, доковыляли. Повезло, что он регениться не умеет. Зеленый рыцарь. Может, еще бы поборолся. Хилится. Краблинг, хрена ты реплеи не сохраняешь. А? Блин, ну кавы здесь было до хрена. А зачем подложили реплей атак Speed Enjoyer? Это модеры тебя подставляют. Хватило тут запаса кавалерии. Ну и телеги, конечно, очень красиво сделали. В миле раскидали вообще в хлам всех лучников. Они просто стерли лучников. Может, даже это был в итоге более правильный мув, чем, как я говорил, сразу пытаться напрягать тогда. А чуть позже, когда Краблинг стянул всю кавалерию и не мог отвлечь уже на контр-мувы, на какие-то, он пришел колесницами и... Так, счет забыл поставить. И забрал стрелков. Так, Норска против демонов. Опять безумие тут у нас со стрелками. Какой-то просто безумный билд. Вообще жесть какая. Жесть какая. Чисто эти билды на 5 рорных юнитов. 5 ророк. А 5 ророк можно? Ну да, это максимум. На мощной карте впереди сразу наглые визжащие небесные скаты. Возможно, Краблинг ожидал, что тут прям вот здесь на линии, если будут нарскийские конные грабители, он сразу их разбомбит или что-то сядет красиво. Или, возможно, он здесь поставил отряд, чтобы просто увидеть, кто там. Чисто разведка. Он же тоже мог на лайне поставить, правильно? Здесь. Скорее разведка, нежели поймать грабителей. Vision, да. Все, вот он поправил. Это Vision. Немножечко разбомбил. Что тут за магия? Давайте посмотрим. Это Геральт смерти. Герольд. Судьба Бьюны. Похищение души. Рок и тьма. Ну, Бьюну тут, наверное, кидать некого сейчас. Кто тут есть? Да нет, жалко кидать Бьюну. Сверхтяжелых чуваков нету. Вот минус мораль нормально можно накидать. А чем будет драться у нас? Здесь атак Speed Enjoyer. Тут есть трансмутка. У Краблинга синглов хватает, трансмутка может нормально попасть. С другой стороны, это Геральт Нургла, который захилится. Это жирный грифон перемен с щитом. Это носитель заразы. Разве что они соберутся с толпой. Нет, трансмутка может нормально залететь. Но! Чем пробивать вот этих пацанов? Вопрос, конечно, крайне интересный. Хотя их всего два отряда. Так их мало того, что надо пробить. Еще надо сделать так, чтобы у тебя залп не случился. Крайне болезненный. Особенно, чтобы он не случился в Ульфрика, которого могут просто удалить. О, тут начинается чардж. Колдун. Засадный. Долго прятался.
Теперь трансмутки не будет вообще невероятное количество времени. Если краблинг видит, что он там идет далеко, он может свободно синглами блобиться, садиться куда угодно, отстреливаться. Никто его за это не накажет. Чё, башка? Притаился так, что теперь добежать не сможет. Больно неприятно. Коробка? Ну, тут коробка не получится. Скорее блоб-билд здесь. А не коробка. Ну, в итоге тут атак спин-инжойер просто разбился, и маг все еще идет. Но это большая ошибка. И тут еще забыл пацанов. Антилардж. Ему буквально нечем отвечать на блок-билд. Прям вот чем. Абсолютно безнаказанно краблинг блобится. Ему фул похер. Мага все еще нет. Он все еще бежит, бедняга. На ускоренном марше. Вульфрика начали душить. Ой, бедный. Ой, бедный. Хашки подошли ближе. Ух ты, залп неприятный. Выкинули нахер вульфхеднаров. Ковыляет. Ему надо подойти на 100 метров. Причем здесь, смотрите, не такой уж плохой размен идет. Пиццоху маг мог набить. Спокойно. Да, он идет кастовать улучшенную трансмут. Вот сюда она будет вообще невероятно болезненна. Краблингу придется отводить своего друга Нурглита. Он сейчас будет жать второй КД. Но до туда еще надо дойти, ребята. До туда надо дойти, чтобы туда ее кинуть. Маг уже практически здесь. Дойдет ли он? На своей мухе корявой он пытается выехать. Еле-еле выехал из окружения. Как же ему не хватает, посмотрите. Вульфхеднары отрегенили, кстати, нормально. В совокупности-то денег. Маг еще идет. Сейчас будет трансмутка. Да, трансмутка. Ой, жесть, краблинг. Я думал, он чувствует. Ой, что сейчас будет. Ой, что сейчас будет. Как же он набивает вэлью. Боже мой. Просто косарь. Скаста. Где хашки? Где хашки? Краблин говорит, что мага до самой трансмутки не видел. Вот настолько жесткий скрытый секретный маг. Хашки где? Ошибка. Мага ошибка. Просто сдох. С позором. Бывает. Ладно. Этот тоже сдохнет с позором. Нет, не сдохнет, кстати. Понял. Ох, этот колдун, он шел, чтобы выиграть игру. Лорд жив. Лорд жив. И он убегает. Здесь пацаны сгорают. Патроны заканчиваются. А, нет, тут еще дохерища всего. Это что, Краблинг проиграет сейчас? Нет, колдун, который пришел, это, конечно, имба, ребята. Я думал, он не попадет никогда в жизни. Сука, просто пришел, удалил чуваков. Как же он налупил. Как же он налупил. Джужумба. Жесть. Жесть.
Ну а так Speed Enjoyer камбэкнул. Здрасте всем. Дави топ даешь боржу. Боржу не дают. Дави всегда в бане. Паразит, это вообще турнир максимально неприятных людей. 666 волки. Смог расконтролить, развалить постепенно. Красиво, что вытащил. Конечно, там не... Ну, маг сильно перевернул, на самом деле. Хотя он и без мага шел ровненько. Но это крутой камбэк. Слушайте, там шо? Капец. Как смешно. Как смешно. Сдох на мага-шибке. Мага-шибка. Счет 2-2. Бистмены против вудов. Тоже довольно классический матчап. Краблинг на своем любимом лорде. Судя по всему, у вудов. Краблинг не боится брать дуртху на ВВЦ. Несмотря ни на что. Он не верит в судьбу. Ух ты, какой старт неприятный. Чуть не зацепились всадницы полян, но повезло, тут рядом никаких собак. Атак Спид не боится, он спрятал, да, тег клана, а Краблинг играет на свой клан тег. Я буду, да. 1-4, дальше смотрим. Жестко. Но тут в себя поверили немножечко ребята. Дуртку вообще кайфует, к нему пришло огромное количество пехоты. Это невероятное событие для него. Он для этого и создан. Здесь колесницы перехвачены. Крайне неприятным образом для Enjoyer. Очень больно. Так для колесниц тут и целей практически нету. Здесь 2 пака дряд стоят в лесу. 3 пака. Вообще отвратительно для него. У тебя 2 отряда просто будут грустеть. 2 отряда, причем, ну, за 1150. Как им здесь себя реализовывать? Как им реализовывать себя в этой жизни? Но вот эта драка большая ошибка, конечно, для Enjoyer. Попался в ловушку. Пехоту подслил. Здесь происходит жесткий бутербродинг сразу. Страшные лесные вудыги. Сотку только Малагор набил. Так. И у него еще ожидается только перезарядка. Пак телег напуган. Ой, тут пак боевых псов испуган, потому что это же призрачный. Потерянные рыцари Сильвании, которых мы очень редко видим. Жесткие призрачные олени, против которых нужна магическая атака. Хила, правда, не будет. Здесь снова втянулись дзангоры в битву, в окружении зачем-то. Крайне невыгодные для себя столкновения выбирает здесь Enjoyer. Он подрался пехотой под дуртху, пехота отлетела. Он залетел своей кавалерией внутрь в засаду вудов. И очень сильно загрустил. Тут еще меч Дайта залетает, дуртху уже 1000 набил, как маг. Это очень много. Очень много. И Краблинг уходит. Те дзангоры нормально тут выжили. Ну как выжили? 200 value. Сейчас. Кто у нас тут огреб? Тут полпака нет. Ненормально. И тут опять блоб.
Сейчас будет КД. Тут еще призыв Мантикоры есть. Здесь большой очень КД. Придется ждать. Ну, как будто Дуртху сейчас реально кайфанет. Зверолюду еще нужно думать, что он в конце будет делать с Дуртху. В лесу. Так он еще и в лесу кидает свои спылы. Реально неубиваемый нахрен. А кем его убивать? Не, ну копья в целом его могут перековырять, ладно. Если останется совсем много зверолюда. Но тут-то еще вуды. Краблинг продолжает кайтить. Избегает просто разменов. Краблинг здесь. Избегает арестов. Избегает орехов. Так, 2 пака копейщиков против Дурт. В целом, да, можно было бы 1 пак, наверное, оставить. Здесь снова Краблинг пытается похавать. Ну куда такая толпа? Вы что, самоубийцы? О, что-то вкусное. Не, Краблинг ждет. Вообще куда? Так, фармим. Фармим. Дуртху вышел из драки с копейщиками. Краблинг здесь продолжает отряды гасить. Перезахватывает точку. В смысле перезахватывает, прошу прощения. Он ее просто захватывает. Потому что до этого она захвачена не была. Дуртху все еще не боится один драться. Не боится. Так, лучшая роковая стая по 4 отрядам. Нормально попал. Малагор нагоняет по value. Но Attack Speed Enjoyer подсократил отставание свое. В целом Дуртху перековыряет эта пехота. Если ее останется много, в конце она перековыряет. Если останутся жирные отряды, например, да, которые будут по морали далеко от того, чтобы Дуртху их напугал. Особенно бестигоры всякие. Вот, наковырять они его могут хорошо. Дуртху сильно устал. Ну, сейчас будут попытки, наверное, съесть что-нибудь. Откусить по кусочечку, откусить. Возможно, самых слабеньких. Вот унгоров очень легко напугать. Краблинга 2 отряда, которые пугают. Подставляется под меч Дайта очень сильно здесь. Attack Speed Enjoyer так плотно стоял. Но разбегается. Разбегается, половину урона избежать он успел. Если бы остался, это было бы вообще удаление. Еще полный практически пак диких всадников. На кайфовом чарже, на очень кайфовом чарже залетают. Здесь 3 отряда отвлеклись, 2 отряда отвлеклись. Снова растаскивается Enjoyer. Я бы на месте Малагора пытался бы магией задушить вот этих ребят. Ветров хватает. Потому что они, они сильно мешают. Ужасающий вид здесь будет ролять. Чем меньше хп, тем будет неприятнее. Просто бы добил бы. Малагорчик, дружище. Не хочешь? Пока не хочешь. Дуртху все еще кайфует. Здесь Краблинг продолжает контролить как сумасшедший.
Хотя по заветам Булдыги можно было бы просто ливнуть и комментировать сейчас со мной. Но он не хочет комментировать со мной. Появляется сюрприз. Мантикора с ужасающим видом. Вот это, конечно, заход с козырей. Супер неприятный отряд сейчас. Вообще невероятно неприятный. С которым драться максимально неохота. Ну, контроль солидный выдает Краблинг. И не скажешь, что он играет в регалики и готовит настолки бесконечно, а как будто где-то подтренивается. Ух ты, Мантикора еще попадает по Малагору. Полоска начинает душить. Пошла улучшенная роковая стая и ответная атак Speed Enjoyer. Но пугаются все. Так это все, ГГ. Тоже всех сейчас сожрут. Малагор напуган. Его будут, возможно, пытаться проводить каким-то образом. Или максимально далеко увести. Это, конечно, сюрприз. Телеги еще остались. Удивлен. Ведь даже неплохо окупаются. Я думал, что они вообще будут максимально неэффективны. Хотя еще держится. Но опять по морали... Вот как тут вывозить уже против Дурту? Разве что вот этот отряд довольно целый, крепкий. Потому что остальная мелочь, она просто ничего не сделает. Малагор выжил, кстати говоря, и на своей супер скорости ушел от призванной Мантикоры, которая не смогла его проводить. Я рано сказал ГГ. Не, ну я все еще верю в суперсильного Дуртху. Особенно если пробьется вот этот отряд. Там все остальное будет в ужасе нахрен бежать. Но пока жив Малагор, все не так плохо. Но если он сядет и пропустит тычку. Пошла улучшенная роковая стая от Малагора. Еще 2 пака задевает, удаляет. Но Дутый должен тащить. Дутый на мощниках. Правда, ветров больше нет. А здесь ветра еще будут. Правда, против Дуртху они не так сильно роляют. Но испугались Зангоры. А тут еще призрачная Кава, которая дает чарж. Но этот чарж не особо пока что-то делает. Боже, какая жесть. Не, ну я верю в Дуртху здесь. Че, Кава съедена? Не, ну а так Speed Enjoyer, конечно, очень серьезный соперник. Я не знаю, что Булдыга расстраивался по какой причине, что он ему проиграл первую игру и затильтовал. Как бы... Как показало время... Это очень сильный игрок. Я в целом тут уже много во время реплеев раз в него не верил, а он постоянно довольно неплохо камбэчил. Но да, опять Дуртху. Тут просто нечем воевать особо, я не знаю. Если я только каким-то чудом они его продамажат, или Малагор по спине настучит, но это просто, это же машина. Краблинг пытается повесить флаг тут, видимо. Не отпускает. Но флаг пока не вешается, вешается ужасающий вид. А Краблингу нужны именно флаги. Чтобы отряд полностью отступил. У Дуртху нет хила. Но у Дуртху есть сопротивление высокое. Есть хорошие показатели брони. Тут отряд удаляют. Но неприятная вообще ситуация, потому что Краблинг не может, да, Краблинг не может накинуть флаг. Вот эта штука не особо страшна здесь. Учитывая, что Краблингу неким провожать, она буквально не страшна. И сейчас очень многое зависит от расторопности Enjoyer. От того, сможет ли он перекапить. Да.
Жесть. Ой, тут не успевает немного. Напугано. Удар. Это флаг, нет? А чё удара не было? 0. А, нет, он попал по одному. Это не флаг. Жесть. Ну, для краблинга ситуация очень приятная, потому что у Инжора есть все инструменты для того, чтобы его расконтролить. Дурт. Он не бьет. Он не бьет. О-о-о. Анимация не сработала. Да. Ну тут надо... Ой, это ошибка. Ошибка. Будет удар. Не будет удара. Удара нет. Меча да это нет. Меч да это уже был брошен. И сейчас будет перехват точки. Удар. Сломал щит, повесил черепок, но это не флаг. Еще удар. Это все еще не флаг. Можем ускорить. Удар, флаг. Отряд прокинут. По полоске краблинг может выиграть здесь. Мне кажется, еще 2 отряда так убежит. Да. То есть атак спиду нужно рисковать сильно. Но он не всегда успевает. Дудка быстрее, чем пехота. С натиском, конечно. Флаг не повешен. Удара не было. Мне кажется, краблинг иногда чуть рано выдергивает. Хотя, с другой стороны, он играет в долгую на захват точки. Ну, времени до хрена у краба. Собственно, еще одна причина захватывать точки. Буквально Attack Speed Enjoyer проигрывает сейчас, потому что вначале он заигнорил точку. Он просто заигнорил точку в начале. Не набрал нифига. Учитывая, что эльф играл от обороны. И сейчас вынужден цепляться. Флаг. Да, краблинг победил. Жестко. Жестко. Ой, извините, я не туда счет поставил. Это гига крутой матч, конечно. Будет время, рекомендую касту краба посмотреть. Не, я гляну. После того, как я откастил, я гляну. Да. Что он там рассказывал. Краб круто вытащил. И это для... Еще раз показатель для всех, что точки надо захватывать всегда. Мало ли что в конце случится. Ажик там запатентовал этот мув. Так, ладно, мы сейчас... Мы отстали от основной трансляции, сейчас будем нагонять ее. Может, подускорился. Что там было? 1-1. 1. Так, можем с вами прыгать во Флауэра Инкарса. Но это мне нужно было увидеть. Так, плей-офф. Третий раунд. Flower in Cars, погнали.
Можно не ускоряться, в смысле? Он что там, кукует? Или отошел поесть? Я быстрый, я еле кащу, пацаны. Ну ладно. Итак, ребята, это четвертьфиналы. Битва за выход в полуфиналы. ODM Flower против Инкарза. Забыл, из клана XMT. О, это клан мемесов. Нургл против Хайо. Погнали. Ну, конечно, прошлое, да, очень близко краблинг был. Еле прошел. По итогу. Ладно, давайте смотреть, что у нас здесь есть. У нас конный Теклис с приличным количеством заклинаний. Ну ладно, с приличным, с 3 заклинаниями. Универсальный Теклис. 2 птички. Одна из них Корядрян. Огнерожденные принцы драконы. Тут нормально такой билд через элиту. Через жирных синглов, через элитные отряды. Нургл тоже не отстает. 3 отряда рыцарей Нургла с пиками. Дорогой высший чародей на дорогом маунте. С гниющими гостями. Но Теклис это пережить может. У него и возрождение, и зелье Хароя, которое вот будет сразу закащено, если будет брошено гости в него. Хотя гниющие гости могут Корядряном доудалить попытаться на Фениксе. Немножечко забревают тут культ вороны. Нургл забивает на точку, правильно. А зачем они нужны? И попытка бросить гостей сразу же. О, как. Ладно. Как будто бы в такой ситуации... Хотя, с другой стороны, он запалил Теклиса теперь, да? Нургла нет хашки. Именно так. Точка захватывается. Ну, пробилась. Но тут уже есть Теклис. Копит ветра. Снова нагло садятся птицы. Пошел хил. Это улучшенное возрождение. Эльф даже не боится выходить. Тут, кстати, а чё по хилам? Чё по хилам? А никакая чоппа. Все решается, конечно же, в битве кавалерий здесь, потому что если эльф с хорошим преимуществом выиграет битву кавалерии, то он просто сдует пехоту, все, рассторанит спокойненько. Ну или если Нургл так сделает, тоже, но Нурглу, конечно, тяжелее все сделать, потому что здесь 2 сингла. Корядрян с преимуществом против крупных. Хотя здесь есть Скайз, который может помочь драться. Один пак кавы грустит. Хороший поток, скверный залетает. Нургл вэлью-то набивает. Набивает вэлью-то. Ну и в итоге, я думал, очень эффективно здесь огнерожденные разменяются с рыцарями хаоса, но по ним еще настреливали, залетели заклинания, и они грустят. Но, возможно, сейчас будет брошен хил, потому что 40 моделей все еще живые. Это значит, что отряд может восстановить свою боевую эффективность. Хил перезаряжен. Ветра на него есть, правда, не на улучшенную версию.
Так, огнерожденные прячутся. А, по ним стреляют. Ой, как они теряют эффективность. Было 40 моделек, осталось 26. Больно. Больно. И зажали. Вот если бы сейчас влетели улучшенные зловонные гости, то тут и без них будет сейчас удаление. Карадряну плохо. Крайне плохо. Его зажали, его избивают. Ох ты. Поплавило бедолагу. Но его не убили. Его поплавили. Его что, отпустят? Его отпускают. Надо было добивать реально гостями. Но он отпускает Карадряна. А нет, не отпускает. В самом конце, когда Карадрян открыл свой рот, чтобы выдохнуть с облегчением, ему прямо в горло залетел поток нурглицкой жижи. И он умер. Зажали Феникса. Здесь принцы-драконы все еще пытаются размениваться. Был брошен хил в огнерожденных. Они успели немножечко восстановиться и вернуться в бой назад на размен. По пехоте плюс-минус равномерно ребятки сработали. Но здесь еще 3 сингла. Как с ними быть? Нургл давит авторитетом. Пошел огонек, чтобы спасти рыцарей. Сейчас пока рыцари драконов освободится и, возможно, попытаются помочь рыцарям хаоса, но 2 сингла уже здесь. А что-то надо будет делать с Кайском. Хотя, с другой стороны... Ох, Теклис, ты чё? Ты крутой, что ли? Как ты так попадаешь? Как ты так попадаешь? Размены до Талова идут. Перемалыватель несется. Феникс снова уходит. Будет еще один хил. Наверное, Феникса, да? Нет, принцев драконов, у них много моделек. Он решает засейвить их. В целом тоже. Норму выга. В ответку получают жижи налитой. Но хил идет, огня пока что нет. Ну тут еще знамение надежды. Это хорошо. Они фуловые, кстати говоря. Что немаловажно. Феникс вцепился в Кайск. В Казик. Ух ты! Происходит бутербродинг Феникса. Уже вся пехота сюда прибежала. У Флаура. Вся пехота здесь. Попадание по лорду. Ой, безжалостный. Посмотрите, что творит этот лорд Нургла. Какой же это безжалостный маг. Теклис под зельем. Ну, кстати, Теклис на зелье действительно может немножечко размениваться. Сейчас Феникс будет ролить взрывы. Наверное, неприятно, что он ролит взрывы в окружении своих. Здоровье менее 10%. Пошел ролл. Ролл сработал. Есть отхил. Обосрался сразу выше чародей. Здравствуйте. Работаем на отхилах. На взрывах. Вот этих ребят можно было отправить точку перехвата. А Теклис решает развалить по морали. Теклис может это сделать. Теклис сделает это. Феникс уходит. Здесь оставляется пехота. А нет, даже не... Феникс не уходит. Феникс пытается догрызть Казика.
Реально жесткий камбэк. Сейчас отвалится мораль. Умер лорд. А это все грустно для пехоты. Пехота сейчас разбежится. Казик на грани. На грани нервного срыва. Казик испуган. Но пока только черепок, не флаг. Ножечко напуган, но его бьют. И это флаг. Казик поднял флаг. Полоска начала давить. А нет, не начала. Я подумал, что тут пехота настолько развалена. Казика уже не отпустят. Пытается нанести тычки Флауэр Деваверу. Ой, сейчас будет флаг. Сейчас будет флаг. Но это кумбэк, ребята. Это жесткий кумбэк. Не отпускают его, носителя заразы, чтобы он начал проседать, начал таять. У него флага не будет же, да? Это демон. Но тычки жесткие. Ой, тычки ролятся. Ой, тычки. Это Феникс, это просто бог войны. В самом конце. Он ролит тычки. Пошел хил или взрыв. Феникс взрывается, да? Он не умер. 2 раза взорвался. 3 раза взорвался, выжил. 4 раза взорвался. Ты чё? Ни хрена себе. Это как у меня тогда в касте. Всего он 5 раз взорвался, да, в совокупности? С шансом 25%. Ядрить крутыга. Ха-ха-ха. Вот это жесть. Ляха. А, да, у меня же донаты тут застряли. Извините, пожалуйста. DDC. Ты меня... Надо было тегать, я, правда, не видел. Вот как надо вызывать баржу! Баржу! Спасибо. Эсечник? Эсэхчик. Эсэхчих. Прошу прощения за то, что донат застрял. Да. У меня из головы вылетело совсем. Ну, пацаны, конечно. Видите, Райзум донаты схавал, даже не поблагодарил. «50 на 50»? Мне казалось 25%. Спасибо за дворфов. Правда, баржа там не приехала, но дворфы приехали. %50 шанс, что донат застрянет в Donation Alert. Так. Ну, в конце эти 4 ролла уже не решали. Типа, Феникс бы взорвался, все равно бы демон отлетел. Так, у нас ТК против зеленокожих через 4 пака троллей. Это вообще, это реально экстрим мем тим. Слейдикс такой говорит.
Инкарзу: братан, дай ак погонять. И залетает 4 троллями и дикими орками на громе пузане через язык пацанов. Так, гобовский шаман. Где там он? Гобовский шаман собирается перестреливаться с ушептями. Здесь Халида на змейке. Есть. Что неприятно. Рыцари Некрополя. Что крайне, наверное, неприятно. Хотя они без антиларжа, ладно. Это же не рыцари Некрополя с алебардами, это обычные рыцари Некрополя. Ну, посмотрим, что здесь будет по итогу. И решает Инкарс нападать. Ему нечем отвечать, кстати, на огонь Хаш. Ну, наверное, на месте Флауэра здесь можно игнорировать бой некоторое время, потому что у него есть возможность просто спокойненько обстреливать своего противника. Пошел ядовитый посох. Попытался Флауэр телами каменных троллей защитить. И защитил, судя по взрывам. Прошу прощения, не Флауэр, а Инкарс. Борзеют падальщики. Падают с неба. Но тут как будто реально можно чуть-чуть отойти Флауэру. Еще пострелять. Потому что тут огромная халява. Четкие пацаны бегут как могут в драку. Хотя, с другой стороны, можно им настреливать в спину. Маг сейчас сам себя убьет. Ну это же гобосы. Вперед вырвался сфинкс у Секфа. В себя верит. Здесь, конечно, отряд расстреливает, ему грустно. Здесь небольшая куча мала, но... О, успевает заметить Инкарс. Возможно, сейчас фронтлайн падет. Обстреливают кабанов. Кебены. Зеленокожий очень хочет, чтобы у него был уаг. Где гобовский шаман? Потому что у него есть вкусные спилы, которые бы здесь вот сейчас очень помогли. Например, удар из-под тишка. Ой, как бы он бы помог. Как бы кайфанули все от него. Тут формируется коробочка. Кабаны уже здесь, они смогут. Коробочка становится плотнее. Реально мага выстреливают. Мага выцеливают или маг себя сам? Опачки. Пошел. Удар из-под тишка. Язык пацанов работает. Вах, набит. Здесь кабаны опрокинуты. Троллям пока в спину не чаржит. Тролли размениваются, на ударе из-под тишка тут пытаются. Один пак, конечно, сильно вырвался вперед. Язык пацанов тащит как может троллей. Следующий вах пока что далеко. Маг добежал. Пошел хилыга. Так, призываются ушепти. Кайфуют бойзы, четкие пацаны. Продолжают все живое избивать. Хотя, конечно, набили они крайне мало. Со своими молотилками. Крайне мало. Конечно, они сбрили воинов Нихикары, испугались тролли. Пробивают грома пузана. Ой, какие тычки. Ну все, сейчас походу Инкарс пойдет отдыхать в следующий матч. Да, все, тут грома хоронят. Нашли слабое звено. Хоронят бедолагу. Скоро вах еще один. Гром может выехать сейчас.
И может еще Вах прийти на помощь. Вах. Вах. Вах пошел. Хотя Вах не добавляет морали дополнительной, но позволит дубасить. Дубасить крайне плотно всех, кто гоняется за громом. Но сейчас Вах закончится, и как будто будет очень грустно. Гром уезжает. О, тут тролли практически фуловые, но это тут поплавыга происходит, все. GG. GG. Даже приняв в лицо этот мощный зеленокожий натиск, Флауэр все равно завочил противника. Очень странный билд у орка. Но это же XMT, ребята. Клан мемесов. Чисто замемил. Честь дороже победы. Так. Кислев против вампуров. Ладно. Интересно. Давайте смотреть. 4 пака духов, кстати говоря. Правда, там Катька. Да где там флаг Кислева? Так, один момент. Извините, у меня что-то там зависло это. Так. Хашечки. Коробочка. Только со стрелками. 4 отряда стрелючей кавы — это не вин, ребята. Если ей не дадут стрелять. Каждый уважающий себя вамп должен уметь зонить кавалерию. Варгульф будет игнорировать факт убийства. Ну, это что-то халявное. То смешно, что 23 скорости способны увернуться от толпы лучников. Вот это мне очень смешно в Вахе. Душительный вамп. Некрар, кстати, на коне. И, кстати, готовился взламывать пехоту. Пурпурное солнце взял. Призраки взяты. Правда, есть задувка. Задув очка имеется. То есть призракам будет немного грустно. Что интересно, для драки именно в блобе тут не то чтобы много опций. Точнее, их крайне мало. Тут нету повозок с крипт-хоррорами, да? Которые обычно короли драк блоб на блоб. Но есть пурпурное солнце, которое может удалить, если 2 отряда, то вообще хорошо. И коробку пробить. Есть Катька неприятная с задувкой, которая будет, конечно же, для призраков беречь свою задувку. Тут пошел расстрел призраков, кстати, неплохо можно работать. Потому что стрелы все равно больно накидывают, хоть эти призраки игнорят половину урона, все равно там от стрел хватит приколов, бросается пурпурное солнце. Ну, кстати, оно довольно неплохо так повалило стрельцов. Прям сильно повалило. Но нормально. 500 за 18 маны. Это сильно. Это сильно. Катька.
Ты бросала? Ты бросала-то свои спилы? Бережет на призраков. Призраки налетели. Пока их держат кислевицкие воины с защитой. Испарили здесь пак зомбей. Катька раскидывается с Варгульфом. Здесь прям жесткий прорыв. Некрар хорошо регенит ветра. Посмотрите, у него взят. Просто безумный чел. 0.22. Как же он регенит? Он всех хилит. Регенит. Смешно, что черепок пробивает за нашу кровь. Ну, точнее, он раньше сработал. Что неприятно. Смешно тебе. Так, Варгульфа попустили немножечко. Он убежал хилиться под некроманта. Кава дерется с призванным отрядом. Наверное, не круто. Хашка все еще жива, все еще представляет действительно очень страшную угрозу для некроманта. Как же ж больно ж. Же ж больно ж. Все нормально. Что, 0 value? А, ну они били призывной отряд. У рогатой твари Мортис не супер сильный, но неприятный. Если долго под ним стоять блобом, вот здесь, например, надамажит. Надамажит. Тем более тут некромант где-то вообще лазит. Хилить особо никого не собирается. Он собирается Каву хилить, да? Варгульфа снова принимают. Тут еще и смертельный мороз брошен. И еще взрыв. Но Флауэр контролит. Пошел хил. Хилыга. Тварь, кстати, не регенится. Точнее, тварь. Воплощение стихии зверей. Но приходится в резерве держать кавалерию Флауэра, потому что постоянно хашка наседает. Создает угрозу. Но очень много призраков. Очень много призраков. По сути, вам здесь за счет ротации именно победит. Ротации на захил. За счет отхила Варгульфа просто перестоит. Призраки, ну и конечно, там против призраков кто? Пехота обычная. Призраки взламывают вообще пехоту в хлам. Они же бронебойные. Немножечко в себя поверил Некрар. Но вам опять сейчас на ротацию отведет. И даст на ротацию потом. А, тут даже не надо на ротацию отводить. Тут некромант уже в толпе. Пошел регениться. Уже очень много отрегенено. Не, в могилу некроманта не получится сбросить. Конкретно в этой ситуации, наверное, Инкарзу нужно было пытаться за счет того, что у него больше отрядов, разводить хашки по сторонам и контролить. Больше кавы, да, у противника 3 кавы, у этого 4, то есть один пак должен быть свободен. Потому что когда у тебя один пак черных рыцарей отгоняет со щитами еще и с броней, отгоняет сухашку, наверное, не круто.
А так бы кого-нибудь понапрягал. Но тут додавит вампир. Это 3-0? Чисто на хиле. Да, это 3-0. Вот такие вот дела. Привет, бро, как дело? Смотрел видосик, краблинга, чек, дырявый бомжиха, братва, ненавижу, краблинга, булдига, бог и лапочка. Понял. Краблинг. Мне платят твои хейтеры зарплату, ты понимаешь? Ты забанил кого-то у себя, что ли? Это нанятый булдыгой. $2700, но это 3700 просто отхиленные. Призраки, естественно, все снесли. Флауэр, конечно, прет вперед. Мем про Вэлью Гоблина еще шутим? Шутим, конечно, ребята, шутим. Так. Снейл Крим против Карадока. Карадок против корейского Архана. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Архан против депутата. Ё-моё, тут какие-то эти матюки. О нет! Сам ты фрик уебан, научись без мата ролики снимать. Сори, ребята, больше не буду донгатить на эту шлюха. Люблю булдыгу, ради него только. Блять. Какая жесть. Респект таким пацанам. Как хорошо, что у меня family-friendly стримы без мата. Спасибо, что смотришь меня. Мы тут не материмся, да. О боже. Ну давайте. Насколько это мертвый матчап? И для кого? Скриньте Краблинга. Скиньте сообщение Краблинга и кидайте быстрее Вайду, чтобы он сказал, что дружки Райзума тут токсичные твари, а меня забанили за фотку. Но раньше вампы разматывали очень жестко царей. Как голосом Гаврилова задонатить. Но на Donation Alert должен быть выбор голосов. Сейчас кого-то кикнут из ВМ, я чую. Но одного из игроков тут уже кикнули из ВМ. И он ушел в Корею играть. Стал корейцем. Ой, извините. Спойлер, какие-то с прошлого матча. Причем мне же не сказали, из какой Кореи. Возможно, Архан из Северной Кореи играет. Хатеп. 2 сфинкса. Коробка. Ладно, чем будут взламывать коробку? Это высший вампир с стригой, пеший. 2 варгульфика. Это некромант.
Это мощные блобные ребята. Ужасы из склепа. Есть кормчие, кстати говоря, стражи могил. Есть черные вот роль здесь черных рыцарей мне интересна. Как будто немножечко грустная, нет? Или правильная? Кого они должны были? Хашку гонять? Типа за 950 рублей. А тут взлом коробки. Сдует ли Варгульф сфинкса? Именно с ротацией, да, может. Некротек там пошел защищать. Да, Варгульфы типа должны приходить в бой, каким-то образом там хитро драться, и потом убегать, регениться и так повторять до посинения. В этом роль варгульфиков. Они порасторопнее, они быстрее сфинксов, они расторопнее сфинксов. Тут правильно убивается некромант, потому что роль некроманта в глобе здесь одна из ключевых, и некроманта будут прям жестко пытаться попускать. Если он подойдет, в него еще ворвутся два сфинкса. Сейчас посмотрим. Ну еще тут под шумок, конечно, бегает Стригой, который очень сильный, которого так уж прям некросфинксы не бьют. И который передает привет и призывает просто внутри своих работяг. Любимых ака ужасов из склепа. Вышел один некросфинкс. Варгульф, правда, немножечко позевали. Пошел удар со спины, воины-скелеты откисают. Но тут все идет к тому, что нечем будет защищаться Снейлскриму от блоба. Точнее, нечем будет защищать Ушепти. Хотя Ушепти уже 1000 намолотили. Но как бы от них... Это же вампы. Тут требуется 3000 от Ушепти. Пошел еще один разгон. Некромант подходит. Некроманта не обстреливают. Уже близко. Пачки тает. Пачки тает. Но вот Стригой здесь, конечно, кайфует. Он буквально маленький, ему мало кто что сделает. Хотя вот единственные неприятные здесь удары — это удары сфинкса у Секфа, потому что они огненные. Да, они могут мешать регениться. Но тут опаловый амулет, тут хил до конца. Тут нужно очень сильно затупить или словить страшное невезение, чтобы убили именно Стригоя. Здесь. Ну, по сути, тут неубиваемый. Ну, до капа хила он будет воевать. Хороший мув. Тут уже капздец практически некроманту. Пропустил городок. Пошло заклятие. Некромант еще живет. Срочно регенит ветра некромант, потому что заклятие Нехека есть здесь. Городок провел диверсификацию и разделил заклинания. Тут приняли, конечно, сфинкса, хотя он регенится. Регенится прям очень хорошо. Но тает Том. Вот этот блоб задавит. Если некромант сейчас восстановится, его нужно будет пытаться высечь. Пошел призыв Ушепти в толпе. Наверное, стоило Ушепти, может, здесь вызвать и попытаться пробить некроманта. Чтобы он подошел, чтобы некромант начал прятаться здесь, и его приняли некросфинксы, нет? Все еще идет реген, кайфует некромант. Но то, что он запас сил регенит, это вообще страшная вещь на дистанции. Помимо хила. Потому что тут уже устал бедолага, потерял броню. Потерял атаку 15.
Зато тут с кайфом, вон, чуваки. Варгульфы свежие, вот этому бы подойти, подрегенить. Свежий стригой с полной атакой. Ну вот да, некромант прячется за ужасов из склепа. Массы тут побольше. Тут уже в полный, уже кап хила практически. Так, хорроры, кстати, довольно мало набили, посмотрите. Это неприятная ситуация для Крадока. Они скоро умрут. И Стриго не так уж много набил. Ну тут в целом маловато, конечно, вэлью у всех. Идут действительно вровень. Хотя несколько ключевых отрядов Карадока уже на грани. И царь действительно может перестоять на некросфинксах. Вам по 4к хила, но есть кап хила на ужас. Хотя вот как только ужасы подобрались к капу хила, их начали резко меньше бить. Смотрите, они уже давно у капа хила. Тут пришли сочные варгульфы, начали ковырять некротекта. О, некротекта, некросфинкса. Как будто бы отвлекается на варгульф. На самом деле, наверное, царю было бы проще, если бы он просто фокус дал 2 паками вот этими в ужасов. Ну, потому что, смотрите, они уже сколько набили. У них было 500, они были уже там у капа хила, ничего не делали, уже 900. Варгульфы ушли на ротацию. Вот, пошел фокус ужасов, они откисают. Ну, тут шансы уменьшаются уже перестоять. Удивлен, кстати, что не добивают именно вот этого некросфинкса. Пошел еще призыв, туш. Некромант борзеет, его сейчас просто схавают. Куда он заехал? Ну все, подперли. Да, и пошел фокус в некросфинкса. Тут еще рядом верховный жрец Хотеп. То есть можно будет не добивать сфинкса у секта. Он развалится. Давайте чуть ускорим. Или не будем ускорять. Но тут все идет к победе Карадока. Вамп перестоял. Снова на ротацию уходим. Ну, как будто Снейл Крим несколько раз выбрал неправильные цели для атаки. В итоге все коцаное осталось. Долго оставалось все коцаное, точнее, Карадок. Добивают Хотепа. Добивают некросфинкса. GG. 6к регена, ну так. Но было близко. Было близко. Действительно. Начало прям супер неприятное для Карадока. Кто тут MVP? Ну, он тебе. Да, из стража Хепры нормально нарубила. Скелетов вот этих просто сдуло в хламину. Ну, кстати, еще к концу осталась стража. Купились-то, купились, ребята. Так. Теперь здесь вампы против сумасшедшего билда. Я вас понял.
Кто из них средний пабер? Я. Ну что у нас? Империя на большой карте. Карта большая. Фолькмар на повозке. И здесь 2 пака боевых повозок. И здесь же инженер. И здесь же маг металла с трансмуткой. Куча мышей. Ну, кстати, высшего вампира дракона крови можно попытаться поймать. Или, по крайней мере, прогнать. Тут что, самое главное, наверное, одна из самых главных вещей — это сохранить гранатометчиков. Вот. Потому что они всю пехоту удалят. Чёртовой матери. В них будут пытаться садиться мыши. Рулбрейк. В чем? 400 юнитов. 0 рулбрейков. Повозки, бедолаги. Куда вы стреляете? Зомбей? Укава будет пытаться, конечно же, защитить гранатометчик. Пошли гранаты. Кстати, не очень удачный выстрел. Крайне неудачный. Какой-то болезненный чардж в десятину. Что это такое было? Что это такое было? Опачки, пак мышей присел. Их встретили. Летит вперед. Высший вампир. Ух ты. Но замедлить-то нечем. Оживление мертвых. Можно неплохо противника запереть. Мыши грызут. Продолжают грызть кактус. Повозки, естественно, лорда отстреливают. Но, так как замедлить нечем, кавалерии сильно нету. Скорее всего, городок отобьется от всей этой мышиной охоты. Духом, конечно же, крайне больно, если по ним гранатометы попадут. Но рыцари империи немножечко пожертвовали собой. Пошла пляска смерти, здравствуйте. Духи со скоростью 60. Городок ловит, пытается поймать духов. Ну, кстати говоря, здесь вамп может надеяться на победу по точке. Если удастся гонять противника, догоняют повозки. Посмотрите, какая скорость. У духов есть обморожение. Гляньте на этого хитреца с пляской смерти, который чисто на замедлении от духов собирается побеждать. Мыши жестко напрягают. Правда, мыши кончаются. Вот здесь фит мышей. От точки он очень сильно отогнал своего противника. Правда, он точку не захватил, подождите. Ё-моё. Тут фулл лендовик. Да, пацаны. Да, пацаны. Ну, пахнет небольшой поплавой. На ход ноги. Как-то слабо гранаты летят. На удивление. Но, конечно, курганные духи под пляской Ван Хельма — это мое почтение. Там десятина, да? Да, городок будет пытаться оттянуть противника. Но карта большая. Ну, конечно, тут как будто не хватает кабы. Не хватает, не хватает. Инженер 177 только набил. О, это что будет, драка? Это что, драка? Ой, трансмутка!
Ой, трансмутка. Ой, Ой, неприятно. Сразу передумал драться. Одумался. Но, кстати, пока живет. Посмотрите, сколько телеги набили. Как же они кайфуют. Не просто все хп у него выбивают. Гранатометы не так жестко прям уничтожают тут все. Там Дестина до сих пор держится. Зомбитина. Но да, для лорда настали грустные времена. Тут еще инженер насел, который внезапно намного больше набил. Лорд все-таки стоит 3400. На ютубе люди суровые. Так там булдыга в чате, пацаны. В чате булдыга, но тут уже value. Если только каким-то образом сейчас не произойдет суперхил. Я не знаю, что. Что должно произойти? Хотя, ладно. Духи поймали телеги. Этот отрегенивается. Рано хоронить вампа. Он еще может вырулить. Он еще может косарик нарегенить. А если у противника не останется телег, то он выиграет. Снейл Крим. Застрял инженер. То что, сейчас будет поплава? Ой-ой-ой, куда вы, пацаны, вас цепанут? Не цепанули. Цепанули. Ну а сами тоже медленные. Цепанули. Городок все еще не дал перезахватить точку. Никаким образом. Гранатометчики уходят на оборону. Здесь курганные духи немножечко сливаются. Ладно, рано похоронил, учитывая мощь, да? И ветра еще запасные есть, и ужасы из склепа есть пока что. Но полоска давит. Полоска давит, на животе остается очень сильный след. Здесь забревают ребят. Итак, прилетел мужчина на фулл хп в самом рассвете сил. Но тут неприятный инженер. Душныга. Тут еще трансмутка была. А, нет, бросается заклинание, трансмутки не будет. Городок пошел. Пошел расстрел. Круто. А представляете, как было бы круто, если бы ему сейчас до победы оставалось 100 очков постоять. Наверное, он бы кайфанул. GG. Полужелезный, ты что там? Тут донаты застряли. Куда донаты застряли? Пацаны, донаты украли. Я знал, что у вас, блядских эльфов, нет чести, нет уважения, нет пива! Смешно, что 2 доната одинаковых. Я знал, что у вас, спасибо, блядских эльфов, нет чести, нет уважения, закрепим. Нет пива! Закрепим, спасибо большое. Ну что, пацаны, городок. Получилось неприятно. Было очень близко, конечно. Я недооценил курганных духов. Сильно недооценил, каюсь. И их возможность под пляской догонять. О,
Приветствую. Спасибо за работу. Спасибо большое за донат, мистер Аноним. У нас снова битва нежити, ребята. Битва нежити. И перестрелка нежити. Третий мертвый матчап. Когда Карадок успел так надрочить нежить, конечно, сильно. Хотя он вампами пытался еще много играть еще во второй части. Но тут что-то вообще разошелся. Пристегнул пирамиде. Получается. Шубани у них. Все остальное. Не, вампами я помню, что он активно играл. Остальным я просто особо не помню. Там же не то, чтобы были в почете вампираты прям во второй части и... Тамбы? Итак, Snail Cream. У нас заклятие на хэка Ветер смерти, сигнатурочка. Здесь ядовитый посох. Здесь огненный взгляд Шема. У Шепти поспрятались подальше. Будет попытка выцеливать пушки. Минус одно орудие. Что-то этот немного вперед не вывел туши. Как будто бы они здесь рядом стояли, чтобы как раз от этого защищать. Где Снейл на нежити играл? Ну, видимо, видите, у них азиатская школа андедов, где он единственный андед, известный в Азии. Секретная азиатская школа андедов. По европейским билдам. Ну, по западным, ладно. Совокупным. Основатель, да. Додзю андедов основал. Но у нас пока душная перестрелочка идет. Никто не хочет подходить. Можем посмотреть на эту душную перестрелку. Хочется кричать! Бля! Да, мат прорвался на стрим от анонима. Краблинг, опять ты материшься на этом стриме. Кстати, донат Краблинг озвучивал, если что. Скавина. Ух ты! Какой хитрый этот ваш Карадок. Family Friendly не нарушил. Настоящий Давы даже не слышит, что говорит Скавин. Потому что Скавин на Квикише говорит. А Квикиши мы не понимаем. Так что извините. Ничего подобного. А тут уже все пушки загрустили. Сейчас у Шепти начнут стрелять. А у Шепти уже стреляют. Ну это капец какая душка, посмотрите. Ну игроки на нежити умеют душить противника. О, как неприятно. Ничего взорвать не получилось здесь. Ух ты! Толпа пиратов, пушкарей. Все еще грустит. Если лишиться прикрытия месть пиявки, змейки их, конечно, с ушептями подрастреляют. А их прикрытие — это пистолеры. Пушка пока борется героически. Героическая коронада.
Ядовитый посох еще не недоиспользован. Ядовитый посох еще нет. Я хотел профессионально сказать. О, месть пиявки пошла вперед. Алида пока выцеливает. Сколько набила шкатулка? Ой, катапульта. 87 value. Пацаны, это же кайф. Лучшая артиллерия. Посох. Где? Куды? Никуды. Второй посох никудышный. К сожалению. Никуда не попал. Постоянно врезается в различного рода препятствия. Будь то просто песок или мертвая жопа. Пока что не везет. Пистолеры подошли ближе. Ну, вампират не то чтобы отстает, да? Казалось бы, городок придушивает, поддушивает. А нет. Все коронады живы. Здесь небольшой бугор. Прострелить не получится. Коронады живут. Алида, будь осторожна. Неужто попадать сейчас начнет арта? Неужто ж попадать начнет? Калида ушла, потратив все посохи свои, кстати говоря. Я даже пропустил один выстрел. Очень грустно ушла. Я думал, она действительно все снесет. Коронада 1000 value. У Шепти пробиваются пацаны. Пацаны. У Шепти пробиваются. Тут прям у нас тактическая драка пока идет. Ну ты знаешь, как у нас говорят. Ты либо платишь баблом, либо своим пердаком. Добавок к благодарности за работу. Спасибо. Заодно я Элиру позлить. Это я, кстати, когда в Voice VM зашел и скрытно записал этот диалог, чтобы себе на донат поставить. Вот, теперь распространяю. Так сказать, это рекрутинг новичков. После этого Флауэр ушел в ЭДМ. Скрытно проник, да, в Voice. Вы не знаете, но Булдыга все время носил прослушку, пока был в ВМ, а потом его нужно было срочно, мы заказывали экстракшн Булдыги. Вот, нужно было его срочно очернить на ВВЦ, чтобы он вышел без подозрений из ВМ, чтобы ВМ сами его кикнули. Вот, и он с прослушкой вышел и нарезал мне все на донат. О, движуха пошла. Прилетели падальщики. Все еще ровненько идут. Шепти крадутся в тыл, и они действительно невероятным образом подкрались. Это, конечно, прикол лютый. То, что у Шепти просто прошли в тыл. Их все видели. Ух ты, кавалерийский прорыв. Ну как прорыв? Они застряли в линии мертвых бомжей. Они просто передумали, потому что тут гранаты. Я думал, они сюда прорвутся. Это жесткий мув. 2000 мертвых IQ. Правда, Пак сдох. Это мисс-клик, говорит Краблинг. Потому что он помнит, как кликал, судя по всему. Понял. Много ты знаешь. Я зря гнал на этот отряд. Он набил целых 420 за почти 10 минут. Вообще имба артиллерия, я вам скажу. Жестко. Лютая имба, ребят. Лютая имба.
Да, зря гнал. Тут у Шепти 400. Ну, кстати, больше у Шепти. Что бы вы думали? Так что, не знаю. Не знаю, о чем речь. Калида застряла. Ой-ой-ой-ой-ой. Калида, осторожно. Не, скавинская пушка, наверное, бы побольше здесь набила, мне кажется. Чумакокти. Хотя, кто знает. И змейки, кстати, подрастреляны 225. Но тут вообще поплава. Коронады... Сменили просто пушки. Нет, это другой отряд коронад. Или что произошло? Они сменили, у них сменилась value? Так value там было большое. Но тут прям давит. Снейл крем. Что тут будут делать с пиявками? Стрелков еще хватает. Хил еще есть. Стрелков в смысле у вампирата. Да? Змеек расстреливают. И змейки не понимают, что их расстреливают. Не осознают. А их расстреливают. А без этого как те туши разваливают? Да никак. Ну, конечно, слив змеек — это максимальная обида. Какой-то взгляд Шема, не понимаю. Понурый взгляд Шема. Допустим. Тут у Шепти кайфуют. Ну как кайфуют? 400 value набили. Понятно. Один размен круче другого. Но это, видимо, за Снейлом. Как это можно проиграть? Тут ветров хватает. Хил... А, вот есть у Шепти царство душ. Если они каким-то образом соток 6 нарубят сейчас, то можно, ладно. Царство туш. Калида понеслась. Пошел хил. Ой, пошел хилыга. Ну, кстати, не сильный. Пока что. У Шепти работает. Арта работает. Сколько обычный у Шепти стоит? 900 рублей. В сетевых магазинах. Но коллекционных нет. Обычных у Шепти. Калида пытается драться как можно лучше. Тут, правда, адмирал с преимуществом против крупных. И, возможно, Калиде будет сейчас неприятно узнать результат этого размена. Артиллерия выиграет этот бой. Пацаны, артиллерия выиграет этот бой. Призванные у Шепти набили 400. И арта полезная, потому что если она не накрывает своих, то она действительно мораль сбивает. Но Калида в себя очень сильно верила. И подошла слишком близко к адмиралу с алебардой. У Шепти набили 400, развалились не так уж много. Выстрел в упор. 1500. Абсолютно безумный маг пошел подыхать после того, как дал последний выстрел. Добить последнего краба решил. И это у него получилось. Я что, зря не верил в Карадока? Он что, победит? Или не победит? Как же полоску? Тут же... Фу ты, пацаны, я забыл совсем. Извините. Извините. Тут счетчик. Тут счетчик работает. И работает он крайне жестко. Да. Крайне жестко. Чуть-чуть 8 секунд. 4. Ой, чуть-чуть не хватает. GG. Он выжил.
Он выжил. Карадок был в шаге от 3-0. Но тут главное не словить булдыгу после такого поражения. Не словить булдыжного. Да, там реально секунд 10, наверное, надо было. Еще 15. Либо бы развалился вампират, либо точку бы докапала. Но Снейл затащил. О как. Ладно. Посмотрим. Так, Гранд Катай. Это фулл алибарды. Против Бретонии. Под барабанами. Сразу пушки начинают стрелять. Быстро успевает Карадок расконтролить, разделить по отрядам. Сразу начинает мансить Снейл Крим. Пошел обстрел. Здесь удалось убить 3 модельки. Здесь удалось убить только 1 модельку. Чем убивать лучников? Извините меня, извините. Лучников убивать есть чем. Это астромант. И задувка. Дыхание дракона. То есть Карадок решил просто нагло сейчас начнет задувать. Магички молния. Пошла задув очка. Здесь неудачная, расконтролил Снейл Крим. Пегасы грустят. Ну, точку тут надо захватывать обязательно, конечно же. Потому что Катаю до захвата точки далеко. Но 2 пака отключено. Хотя Снейл пытается контролить. Тут железные когти рядом. Надо ждать, пока Фрейлина подойдет. Че, халявно позволят сесть? Реально садятся. И позволят уйти? Ну тут, конечно, не до контроль. И тут садятся. Передумали. Байтит, смотрите, что делает. Какая жесткая байтыга. Барабан пока дает защиту от натиска всем. Ну и будет давать, судя по всему. Задувочка-то пока не задувает. Как надо. Много лучников подходит. А лучники-то подходят, а пушки-то заливаются. И есть Фрейлина. А Фрейлина стоит и смотрит. И так слегка улыбается, но никто не видит этого. Почему она слегка улыбается? Ой, поймали рыцарей на Пегас. Удалили рыцарей на Пегаса. Так. Лунный блик от Астроманта. Молния от Фрейлины. Ух ты ж. Ух ты ж, ёх ты ж. Нормально залетает. На косарик. Так, это первый каст. Но она долго ждала, конечно. Да, Фрейлина представляет очень большую опасность для Карадока.
Луан подзастрял, что-то в себя поверил. Далага. Ой, в себя поверил. О, фея решает дать проклятие. Но для чего? Вот она дает вот это проклятие. Хорошо. Потому что драться он здесь будет? О, как. Всех синглов Катая поймали. Их всех заловили, пушку потушили. Да, он будет драться под мечом Курона, полностью доспехи снимает и врывается. Правда, коты отбиваются. Довольно неприятно машут мотыгами своими. Ровненько-то идет. Ой-ой-ой. Фея передает привет всем хейтерам. Всей швали. Всем завистникам. Как же она херачит здесь. Как же Как же она сносит кабины. Не фея, прошу прощения, Фрейлин. Ух ты, Луанчик, Луанчик. Всему отребью, да. Всем собакам. Луан респектует всем джентльменам. Там же пассивка на всю армию. Чисто сильныга. Работаем за пассивку. А где пассивка? Пока нету. Он отрегенил. Он отрегенил. Так, ну все выглядит плохо для Карадока. Здесь снова минус атака на чуваков. Катай сливается бретонцем. Только, блин, магия. Поди. Прошиби. Тут от барабана далеко убежали железные тигры. На самом деле. И эта проблема большая. Ну и большая проблема то, что ветров еще до хера. То есть будет поплава. Да, все, тигров запугали. Пушки съели. Астроман за 2000, посмотрите. Можем немножечко ускориться, пока Катай тут что-то придумывает. Ну, для Карадока все выглядит неприятно. Так, задувка лучников, окей. Регрупп. Бретонский регрупп. Но потерянные железные когти, они ведь не вернутся. Себя? Окей. И садится. Ну да, не против же этих. Хотя на самом деле это заклинание спасет в тот момент, надо беречь, когда вот эта подруга кинет еще свою цепь. Лянкур не боится. Все его проигнорировали. Кстати,
Пушки забагались? Не возвращаются. Две пушки. 2 пушки. Пошел меч урона работать. Тут, конечно, крестьяне просто задержали один пак. Героически. Пошло проклятие. Тут нефритовый щит работает. Пацаны дерутся до конца. Пушки стреляют до конца. О, вот сюда она, наверное, может сесть, освободить пацанов. Пушка косая. Ну что, это Джиджимба. Это 2-2, ребята. Это 2-2. Ой-ой-ой-ой-ой. Действительно опасно. Ух. Валидол, нужен валидол, а у ВМ только в аптечке есть только ибупрофен. Валидола, к сожалению, у них нету. Поэтому Карадок играет беспокойно. Валидол. Так, пацаны, Сланеш против демонов. Дабл перемалыватели. Куча тварей. Как интересно. Как интересно. Итак, демоны набрали кучу жесткого жира. И здесь 3 пака возвышенных разносчиков чувы. Давайте посмотрим, что есть здесь у Карадока есть. Высший чародей Сланеша. Податливость и танец. Он собрался выманивать, но тут выманивать практически некого. Хотя подцепить на самом деле перемалывателя можно. Чемпион Сланеш. Со сглазом на область. Что неплохо. Есть твари. Есть хашки, которые, правда, в ответку могут получить в лицо. Есть Геральт Нургла с Бьюной. Ну что, пацаны. Не знаю, в чью пользу билд. Как будто неприятный билд тут крайне у демона. Как будто лютая коробка, честно говоря. Ну, посмотрим. Ну, тут нету заклинаний, чтобы... Есть арбалетчики. А? Но за ними будут гоняться скаты. Есть перематыватели душ, которые просто здесь, не знаю, в ужас законтрят тварей. Могут снайпить лорда, действительно могут. Пока что они просто отключают отряды хашки. Решают нахрен трубить. Удалось неплохо пробить визжащих мужичков. Сейчас будут броски голов. Да, пошли броски голов. Терпимо.
Терпимо, терпимо. Городок уходит в леса партизанить. Знаменитые партизаны, которым лучше не попадаться в лесу, ребята. Ух ты. Я думал, сейчас толпу будет сильнее. Приверженцы под прикрытием, кстати, работают. Может, и что-то сделают. Возвышенные разносчики не регенятся. В слив просто патронов. Ух, выскочил маг. Самонаводящиеся снаряды. Судьба Бьюны. Вот сюда. О, достал! Он достал! Да. Но отряд выживет. Отряд выживет и модельки сохранит. Он сохранит боевую эффективность. Поэтому обстрельчик пока идет. Удар выдержал. ДПС полный. Патроны тратятся. Твари слонес ждут, пока патроны тратятся. Ой, здесь может сейчас быть больно. Видит это городок. Видит, что может быть больно. И это больно даже происходит. Тут, конечно, есть станущий меч. Пошел хил. Куда? А, нет, это податливость. Это просто податливость, чтобы быстрее пробить. Тут расстрельчик. Тут расстрельчик. Пачки. Ножку близко подходит. По кому они будут стрелять? По скатам? Хилят скатов. И фокус от скатом. Куда так близко? Куда вы в упор? А зачем они подошли так близко? Там происходит пердолинг бедного лорда, который вообще не в тот район зашел и в себя поверил. Танец слонеша. О, да. Ну и лорд реально зачем так вышел? Еще полетело. Ой, полетело. Сука. Минус дисциплина. Но лорд вернется. Это не демон. Он не развалился. Он вернется чуть позже, после рекламы. Пацаны стреляют спокойно. Патроны еще есть. Пачку здесь пробить удастся. Кашки спокойненько накидывают. Пока что в щи. Пока что в щи. Здесь слонышит с карнатом сцепились. По пьяни. Скаты просто обилами стреляют. Конечно, имба обилы. Так, твари прорвались. А тут патроны, наверное, тратиться вообще не будет. Один последний патрон не буду тратить, чтобы кайфанул лорд. Еще одна бьюна. Больно. Больно. Пошел локус. Ух ты, как же он кайфово накидывает. Как же он кайфово накидывает в эту коробочку. О, это что? Все? Авелью смотрите. А что так денег мало? Все, да? Или это баг? Нет, и денег реально мало. Все. Причем патроны тут сохранены, чтобы лорд не подходил. А, нет, все. Черепушка. И это победа Снейл Крима. Жесть. Солидно. Солидный камбэк. Солиднейший камбэк.
Тот самый корейский Архан. Но сильно, сильно. Поздравляем Снейл Крима. Городок дальше не прошел. Серьезный парень. Ну, я сразу его заприметил. Он на дворфах стоял в углу. Единственный вообще игрок, который это сделал. Что делает его, видимо, лучшим на этом турнире игроком. Очевидным образом. Так. Жестко камбэкнул. Да, у Флауэра, конечно, серьезный соперник. Чё там, можно дальше? Уже стримить. Я не догнал. Давха. Так, у нас Сипа и Альфредина. А, ну все. Тогда чили. Далеко отстал. Поехали, пацаны. Недооценка противника? Да не, он явно его не недооценивал. Ты чё? Тут вообще никто не будет уже недооценивать противника. Тут все игроки собрались монстры. Есть один игрок, который после поражения других бежит писать в личку: ага, ты лох, проиграл, я же говорил. Вот. Так что, наверное, уже побежал в ЛС к Городоку радоваться. Говорить: злорадствовать. В общем, да. Он в целом драм не любит, этот игрок. Вообще против драм. Но в ЛС прийти и написать: он за. Сипа через двух жирничей. Интересно. Интересно. Но у Городока не хватило денег на 3 игры с его аккаунта от Булдыги. Только на 2. Вот, поэтому получилось как получилось. Булдыга смог выиграть только первые 2. Так, я только жирничью успел видеть. У нас тут мрачные призраки. 4 пака. Пиявки, кучу просто нищеты. Огромная. Килостра. Килострочка. У зеленокожего тоже полный набор. И колесницы, и пацаны. 2 катапульты Рока, кстати говоря. Крылатого. И карающий блеск попер. Ого, призраки борзеют-то, борзеют. Да, Булдыга сделал бизнес. Сначала сыграл 2 игры на Городоке за бабки, потом зашел, сыграл 3 игры за бабки за Снейл Крима. И так поднял бабки на этом бизнесе. Максимальную выгоду. О, это жирнич? Я просмотрел. Кабаны взорвались на жирниче. Это сюрприз. Это максимальная мощь, конечно, жирнича. Вот это он заскамил. Вот это он заскамил. Блин, даже не успеваю. Тут нас вот это контроль какой-то безумный. Везде кабаны, прорыв жирничий. Там еще один жирнич спрятан. Прометейцы несутся, их очень сильно фокусят. Здесь катапульты, но они набили крайне мало. Стараются фокусить, но набили пока что мало.
При этом игроки играют равномерно. Тут на ужас ночи накинули минус ХП, минус защиту. И сносят им кабины просто в хлам. Залетают гоблины, джихадисты. Застряла немножечко месть пиявки. Жирнич был взорван здесь. Пошел призыв палатосов. Альфредина пока ведет, довольно неплохо сбутербродил с двух сторон противника, хотя месть пиявки отбилась. Итак, появляются проклятые странствующие рыцари. Крутой вожак ночных гоблинов. Грустит. Магического урона здесь нету, поэтому здесь отряды смогут пробить. Тут, наверное, надо будет бежать сейчас. Ну, в итоге катапульты крылатого рока что-то очень слабо набили. Даже решает не бежать Альфредина, здесь все отступает. Ну, возможно, сейчас будет поплава зеленокожего. Два нестандартных билда сыграли. Вообще очень нестандартный билд, я даже не обратил на это внимание сначала, не сконцентрировал на то, что вообще непривычный билд зеленокожих здесь. По всем параметрам. На лучников ставить не стал зеленокожий. Катапульты убегают, катапульты распуганы, здесь отряды разбегаются в разные стороны. Полоска уже жестко давит. Или нет? Но полоска давит в хлам. Здесь есть отряд. Да? Это забытый отряд. Возможно, и забытый еще атак Спид и Джоером отряд томился здесь. И Альфредина его подобрал. Чисто заначка. Чисто заначка. Ну, есть немножечко голодранцев, допустим. Они могут пострелять. Нет хила. Как дела у арты? Арту всю проводили. Да, до края просто проводили. Она вернуться не может. Крутой вожак ночных гоблинов Value 48. Красава, чувак. Я в тебя действительно верил. Попытка прохавать пиратов здесь. Голодранцы, если еще мимо стрелять сейчас не будут, у них один, правда, залп остался, могут серьезный урон нанести. Еще один залпик есть. Тут тоже выстрелы есть. Все еще есть опции, скажем так. Пошел крутой карающий блеск. Кабаны, наверное, сейчас кайфанут. Хотя... Ну да, и кабанов, и крабов. Всех пробивать надо. Да, если хочешь замочить краблинга, нужно гасить и кабанов, и крабов. Выбора нет. На мрачных признаков. Минус защита в ближнем бою сразу. Да, позор гоблы действительно самый слабый гоблин. Ну а что вы хотели? Он один гоблин. Там гоблины это в отрядах по 160 бегают. А он всегда один. Вот было бы 160 таких крутых вожаков. Вопросов бы не было. Кабаны испугались. Еще один плевок. Пошел бутерброд. Тут ядов, правда, нет, чтобы просадить месть пиявки. Кабаны увернулись в последний момент. Мораль цела. Месть пиявки не разваливается. Не разваривается краб никаким образом пока что. Держится. Нужно включить огонь посильнее, а огня уже нет. Тут поражение. Еще один карающий блеск. 700 хп. Пошла минус дисциплина. Но это пока не... А, нет, это вешает. Небольшой такой распадик. Маленький такой распадик.
Но он душит. Он душит. Он жестко душит. Здесь практически поймали мрачных призраков. Посмотрите на эту полосу. Посмотрите на эту полосу. Деремся до конца. Минус 19. Они таят. Не тает, но продолжает стрелять. Еще один карающий блеск, который застрял в кабанах. Ты застрелил. Вот он, кабан. Грустный. Ему в пузо влетело все, что было у гоблинов. Следователи прибыли из Экрунда, из Черной крепости. На дело нашли свежий труп кабана. Вскрытие показало, что в желудке кабана остались следы карающего блеска гоблина. После того, как у гоблина взяли анализы и подтвердили совпадение, его посадили на 15 лет. За изнасилование. Пошел еще один. Близко-близко держится. Ну, застрелил гоблина, это, конечно, вообще. Застрелил кабана. Просто всем, что было из дробовика. Альфредины просто вопреки сражаются. Ну тут фуловые мрачные призраки. Здесь тоже забавно. 0 морали, 0 морали. Но пока восстановиться не могут. Минус 3. Пошел развал. А чем это все пробивать? Чем ты будешь это все пробивать? Карающих блесков, кстати, еще много. Гляньте на этого психа. Не повезло. Зов подливы всех снес. 1-0 Сипа в очень близкой игре. Арта заруинила. Но, конечно, сопротивлялся он как мог. 55 value, вот он, великий гоблин. Самый позорный слабый гоблин в мире. Следующий файт. Темные эльфы против ящуров. Так, ну ящеры у Альфредина сильны. Очень сильны. Маленькая карта. Сипа берет все равно телеги. Телег впереди встречают сынки-застрельщики, готовы плеваться. На драконе магичка тьмы с похищением. Интересный выбор лорда. Ладно. Гоблины. Гоблины ставят рекорды. Маврик из КГБ. Это сообщение срочно. Надо предпринять меры. Перехват в Кислеве. Гоблины ставят рекорды. Сука. Объявляем операцию возмездие. Маздамунди с сеткой и хилом. Ну, сетка нужна против кавалерии темных эльфов. Так, магичка, милишная на драконе. Спокойно так подходит, дает дыхание. Никто не думал, что женщина может исторгать такие зловонные жидкости из своего рта. Ящеры в целом-то женщин и не видели. У них такого нет. Поэтому не ожидали, что на них нарыгают. Пойманы с сетками колесницы. Ух ты. Пробивает Что? Это мисклик. Это мисклик. И он успел его сбросить. В последний момент он успел сбросить мисклик и кинуть хладнокровие. На скиллыги. Для чего взял Мазда хил? Чтобы хилить себя, чтобы хилить других. Друзей, братву, семью. У ящеров это важно.
Такое осторожное изгнание, но... Оно попадает, ладно, оно попадает. Ящер пока ведет. Точку игнорят, но тут ожидаемо. Тут сразу началась... ой, извините. Счет 0-1. Позвоните 0-1. Мандикора взбесилась. Мазда пока что игнорирует. Он хил кидает наездников на хладнокровных, видите? Антибулдыга. Бьют его, он хилит все равно братву. Тут бутербродинг рыцарей происходит. Сколько осталось рыцарей на хладнокровных? 0 паков живых. Это очень плохая новость для Сипы, означающая практически ГГ на самом деле. Хотя ладно, сколько у Мазды? Ну, Мазды кава намного больше. То есть можно расчаржить, можно растащить. Кавалерия сейчас должна опомниться и ворваться в Мантикору. Пора уже. Пора. Пошел хил. Тут не стоит застревать. Похищение души. Ну а стрелков хватит, чтобы наплевать драконихи в душу. О нет, преимущество в каве здесь может потеряться, потому что кавалерия Альфредина просто находится под обстрелом. Правда, здесь уже угол. О, угол! Это угол! Удастся ли перехватить? Они просто уезжают. Уезжают без чести. Но пока не дамажится. Плохой размен для Сипы. Ладно, телеги вышли, я думал, их схавают. А они вышли и вернулись рыцари на хладнокровно. Тогда не ГГ. Внезапно все преимущество в кавалерии, такое большое количество паков, которые оставались у Альфредина, прокисли. Так, остались наездники на хладнокровных здесь, остались здесь копья, остались плевалки. Остался яд, который пока не летит. Не получается реализовать яд. Маздамунди, много ветров. У Сипы тоже много ветров. В блоп это будет крайне сильно. Вот Кава начала наводить ужас на всю пехоту. Но остаются телеги. Телег много. Точка не была никем захвачена. Особенно Альфредина, который нападал и захватил точку, наверное. Грустит и переживает сейчас, что он так сделал. Ух ты! Толпа плевателей. А их много. А их много. Заправляют дракона, чтобы он мог жижу исторгнуть. Да, он заправился и дает в ответ. Он тоже умеет плевать. Пошло похищение души. Хилится у нас чародеечка. На фоне колесницы крошат все, что могут покрошить. Все, до чего дотянутся. Но тут, конечно, сильно дракониху эту поддушивают. Тут что надо делать? Возможно, колесницы, конечно, настреляют кавалерию. С другой стороны, они могут в миле... Ух ты! Сеточка! Hello, Маздамунди накопил. Сколько она времени действует? 16 секунд. Время есть. Все, что есть, сюда понеслось, садится. Мандикора попыталась сесть, но застряла. Застряла в сетке, бросается изгнание, потому что, а по кому еще здесь бросать? Нужно всех напугать. Нужно хотя бы 2 отряда вот этих колесниц пробить. 3-й останется целым, но у него всего 3 выстрела. Его не так жалко отпустить. Пошло еще ядовитое дыхание. Плотненько залетает. Драконих потерял еще кучу хп. Сипа решает замочить Мазду за беспредел. И у него есть нехилый шанс это
исполнить. Маздамунди сейчас, наверное, будет кидать апофеоз. Да, он хилится. Плеватели куда отнеслись и вспомнили, что надо все-таки спасать Маздамунди. Маздамунди довольно толстый. 3200 хп. Все еще выжить сможет. Дисциплина 85. Пошла сетка. Пошли плевки практически в упор сейчас. Он даже подошел немного. Подошел, даже в мили зашел. Телеги возвращаются назад, они целы, они живы. Сейчас, конечно, вся надежда на то, что удастся косарик ХП снести ей. Но то, что здесь в миле отряд цинков, конечно, собрался, неприятно. Вылетает Кава на похрен. Бросается еще один апофеоз в кавалерию. 18 моделек. Загрустила магичка. Тут вернулись тоже. Вернулась Кава. Плеватели крайне жестоки. Не отпускают ее. Они будут за ней гнаться. Так. Что же сделает Альфредина? Бросит 2 апофеоза или поставит все на сетку? Сетка перезарядилась. Кава есть, чтобы телеги остановить. Возможно, будет сетка. Нет, он будет делать апофеоз. Я думал, он поймает магичку сейчас и расстреляет. Он решает подхилить кавалерию. Магичка испугалась. Кава — это защита от колесниц. Блин, похититель душ был брошен. Очень приятно. Но апофеозом сейчас он себя подлечит. Маздамунди. Ждет, пока вернется Сипа, его магичка, которая спасла себя этим заклинанием и смогла отхилиться, смогла вернуться. Телеги поперли, 4 пака здесь. Колесницы, ой. Хладнокровные очень хотят покусать, конечно, ребят с телегами. Телега запрещена, говорят ящеры. Еще один апофеоз в Каву. Кава живет. Тут же хладнокровие, чтобы Кава сражалась. Нужны все поливки. Все харчки всех ящеров. Самые смачные. Ух ты. Ух ты. Кава пытается тащить. Цинки-застрельщики убегают. Апофеоза больше не будет. У Мазды 1000 хп. Здесь 1000 хп. Дисциплина 75. У Мазды 85. То есть ее можно напугать. — 1200 хп. Хладнокровие регенится. Мазда пойдет сейчас останавливать телеги. Да, своим телом. На своем геймерском кресле. Еще пак телег. Выманивают патроны. Но здесь снаряда хватит. 5 выстрелов. 5 выстрелов на 1000 хп. Магичка полетела добивать Маздамунди. Очень нужно освободить сейчас Альфредина вот этот отряд, чтобы он начал плевать, потому что она сейчас будет садиться. Они плюют. Моралька просаживается. 14 дисциплины. Маздамунди нужно сейчас будет резко поворачиваться. Она садится. Нырок. Она попадает. Еще раз попадает. 900 хп. Маздамунди 90 хп. Он дает ей ответный удар. 90 хп. И она пугается. Маздамунди не испугался. Просто на дракона пошел. Сильный геймер. Альтушка Скуфа не победила. GG. 1-1. На мужика.
Если бы она убила его, да, она могла бы всех опрокинуть сразу вокруг. Но она его не убила. Флауэр из ОДМ отгрузил немножечко удачи своему соклану. Да, вот это плотныга, конечно, жесткая. Нургал против Огр. Опять жаба билд на Нургле. Ой, Нургал с другой стороны. Так. Ну что, мужики, Альфредина взял забойщика чисто с регеном. Взял дорогих ребят за 1800 и 3 пака за 1600, а также Громоклыка. О как! Нургал решил через похищение души мучить лорда, судя по всему. Забойщика, да? Но мучить придется долго. Очень долго. Похищение души не удалось кинуть. Отодвинули. Ну, тут и пистолеты. Тут, конечно, эта туша. Неплохо так пробивает. А нет, вот просто дает сюда. Окей, магию и зарабатываем. В целом, в самый дорогой отряд кидаем. У кого самое дорогое ХП? Все, никакой дистанции, ничего, просто рубимся. Но Нургал тоже без реген. Хотя тут есть корон. Ну, корона, ладно, у чародея. Есть булава. Булава скверн. Есть вонючие мухи в ближнем бою. Громоклык немножечко пожалел, да, что решил разменяться здесь с высшим чародеем. Жабычи врываются. Свинорыцарей. Еще одно похищение. Это тот самый Громоклык с алебардами и с копьями. Гноблары почему-то не выдержали удар. Они не гоблины. Гниющие всадники врываются в пистолетчиков, людоедов, пистолетчиков. Правда, пропускает сразу удар в спину, образуется у нас блок. Драка толпа на толпу. Грифы садятся в спину жабам. Собаки садятся в спину, забегают грифом. Грифы садятся в спину собакам. Что это? Просто бесконечный паровоз. Но пока что в этом паровозе бутербродинге выигрывает Огр, как будто бы по количеству отступивших. Правда, уже пробили Громоклыка. Наличие у противника Хашки на самом деле очень сильно неприятную ситуацию для Альфредина здесь представляет. Потому что это бронебойные ребята, которые раскидают всех. Эти два пака. Как раз против синглов они могут очень хорошо сработать. Пак дорогой Кавы держится. Грустит, но держится. Здесь два отряда людоедов раскидали всех лягух, которые были в округе. Тут какой-то жесткий оверкилл. Хашки не дорабатывают. Где фокус? Тут будут провожать Громоклыка. Скорость 43, жабы скорость 60. Громоклык не уйдет. Правда, можно потерять мораль. Отступают за жабами людоеды, чтобы в спину им тоже накусать. Линия еще далеко. Оставили людоедов умирать. Ну, кстати говоря, действительно может поплатиться немного за это Альфредина. Сипа может вот сюда свое внимание переключить и съесть вот эти два отряда. Ну, по идее, он и должен так сделать.
И вот тут на перерез как будто бы мог бы пойти и срезать отряды отколовшиеся, потому что тут-то плотный блоб. Плотный плоб. Пак людоедов хавается. А купит ли себя Громоклык? Не, ну в целом туша здесь, которую кидает... О, почти фулл хп. Братан отступает. Конечно, хорошо отхилился. Огров-то 50, хил на 50% хп. Пошла булава скверно. И одновременно это ужасающий вид. Правда, этот же сам страшный, ужасный. Так, кава схавана. Хава схавана. У Хашки остаются патроны. Последние. Последние патроны в этом мире. Пошел мясной пир. О-о-о. Огры, конечно, передают привет. Ну, тяжело. Тяжело. А чем тут драться? Зажали бедолагу. Ой, зажали. Ой, зажали. Ну и сейчас его будут хп попускать. Но тут Огр вытаскивает. Как будто бы вытаскивает жестко. Громоклык мстит. Эта бандура еще назад стреляет. Правда, пока слабенько. А, не назад. Вот куда он пальнет? Обманул и пальнул в бок. Вот она летит. Красиво. Пробил 2 пака. Просто так. Он реально давит чародея жопой. Просто давит им. Это Тибэк. Что творится, ребята? Анманер. Все, бан с турнира. Тибэгинг. Дизреспект. Да, Клыка не удалось проводить. Но он пытался проводить Клыка, но не получилось. Два 1. Пока что алды ведут. Людоеды, конечно, накидали в морду крайне жестко. Тут все было слито в этого бедного Громоклыка, и он же был отхилен. Опять 3-2. Ну так сценарий, пацаны. Все по сценарию. Все по сценарию. Так, Норска Миррор. Просто набор вульфхеднаров. Безумный здесь от Альфредина. Попытка подловить противника. И как будто она удалась, да? У кого больше вульфхеднаров, тот и прав. Сипа взял фемирского аристократа с антиладжем. Маг у него смерти. С Бьюной. У Альфредина маг огня. С головой. Как он предчувствовал наличие берсерков, посмотрите. И взял задувку пехоты. У Альфредина... Ой, пехоты-то нет особо. Пошла свалка. Ну, кстати, же здесь еще колесницы грабителей. И это же вообще убийство пехоты страшное. Можно ли это назвать чизом? Или нельзя? Пошла башка.
Сипа, кстати, увидел одним отрядом, и отряд один увел. Не так сильно башка задамажила, как могла бы. Здесь телеги перехвачены, что очень важно для Сипы. Для пехоты Сипы. Он перехватил телеги, потому что они бы сильно размотали. Очень сильно. Бьюна насколько хорошо бьет Вульфхеднаров? Наверное, не супер сильно, хотя... Но тут Бьюна не будет бросаться. Тут будет просто бросаться похищение души. Жесткая засада. Очень жесткая, неприятная засада для Сипы. В целом, если Альфредина волков сейчас пожрет, ему просто можно будет уходить из этой толкучки, потому что с берсерками размениваться смысла нет никакого. Их надо будет давить, сжигать, но никак не размениваться. И берсерки ничего с этим прям не сделают. Но бронированные вульфхеднары круче обычных. Ожидаемо. Боже, какая свалка. Хотя, несмотря на это все, Сипа ведет. А Сипа ведет. А берсерки набивают вэлью в этой толчье. Посмотрите. Не боится Блоба. Просто стоит в Блобе и просто рубит. Ну, я, честно говоря, удивлен, что Альфредина взял билд, который на скорости, да, на динамике работает, и пошел в блоб против Сипа и проиграл в блобе против берсерков. Что-то немножечко пошло не так. Голова не била по основной массе пехоты, поэтому получилось не так больно. Там, видите, вся пехота разбежалась. Ну, это 2-2. Довольно быстрый матч. Так, это реально сейчас до 3-2 будут играть. Вот, сука. Капец. Дабл аристократ, кстати, одного не заметил. И посмотрите, сколько берсерки вэлью набили. Даже отряд, который задут был. Да. Альфредина сам себя перехитрил. Так. Ну, сейчас мы увидим. Увидим. Сипа на Дзинча, Альфредина на Тамбах. 4 пака отродий. Знаменитый пик силы. С первого Эверчоузена ТВВ-3. Четыре пака отродий. Готовы врываться на этой карте. Альфредина разведывает. Альфредина видит отродье. У Альфредина есть опции расстрелять эти паки до того, как начнется драка. Пик Сипы. Да? Пик Сипы. У отродий 10 брони. Защищают щиты. На косарь, кстати, нехило. Здесь же лорд хаоса Дзинчит. Здесь же возвышенный герой Зинчит. Здесь же колдун, сектант Зинча с огненной башкой. С большой умной огненной башкой. Пошел кайт змейками. Кайт Фредино. Дзинча и кайтит. Возможно, Сипа ожидал, что здесь будет более коробочный билд, на который можно будет навалиться. А здесь душный кайтищий билд. Ух ты, зацепили работяг. Зацепили работяг. Пехота срочно несется и пытается спасти сверхдорогой отряд, но дзинчиты не прощают. Откусывают змеиные хвосты. Даже несмотря на то, что они старые и засохшие, и сделаны еще из непонятного камня.
Они и не такое ели. Возвышенный герой вцепился, отпускать не хочет. Чем его? Его будет Халида пытаться тормозить. Отродье. У Шепти пошли останавливать отродий. Со спины подошла Хашка. Хашка их расстреливает. Не дают нормально змейкам стрелять. Пошла горящая голова. Еще плевок. Огненный взгляд Шема. Альфредина набивает стрелками тут. Хотя, я думал, у стрелков будет больше вейли, конечно. Смотрите, как слабо. Кто за всех работает? Давайте смотреть. За всех работают глаза пустыни. И ушептики, да? Ушептики. Здесь отверженные, смотрите, как набивают. Нифига себе. А пехота-то разваливается, а пехота-то растекается. Отверженных расстреливать не так приятно. У них 85 брони. Конечно, этого не хочется делать. Хочется, чтобы на отверженных остались живые ушептики. Пошел призыв. Тут немножечко под стоп отверженных. Быстро бегают, мешают, раздражают. Пошли плевки. Эти плевки, кстати, и для синглов будут очень страшны. Халида сильно просаживается. Но полоска давит Зенчита, очень давит. Давит своим авторитетом. Какая плюха! И Шемом еще сверху припорошила все. Снайп произошел. А у Шепта стоят, спокойно стреляют. Ну что же, Альфредина рвется к власти, рвется к победе. Пошел огненный плащ, торпеда небесная. Верховную царицу. Нормально так пробило. Нормально по ХП. Разница еще в 1000 вэлью. Пока что жить можно. Лорд жив. В том числе щит впитал все. Соответственно, если сейчас не будет какой-то поддержки огня, это все было напрасно. Потому что щит-то он восстановится. Пошел огненный взгляд. Или не пошел? Кого будут снайпить? Халида. Плюха пошла. 3000 хп, 3800. Но у него же антилардж, но он все равно передумал драться. Ему не понравилось, потому что в бой выдвинулся маг. Если даже хилый корявый маг не боится. Ну, на самом деле, конечно же, из-за ушепти он понесся сюда. Но будем считать, что испугался мага. Тут продолжается кайт. Разница уже очень сильная. Маг догнал лорда и пожалел. Пожалел о том, что догнал. Ушепти разворачиваются, у них еще половина боезапаса. Половина боезапаса. Есть змейки еще душные, которые могут застрелить лорда. О, Халида не отпускает, она отравила Дзенчи. Скорость 56. ХП у нее много. Тут есть какой-то калечный бесполезный маг. Он ничего не сделает. Пошел взгляд Шема. Лорд Зинча уходит. Кстати, в Халиду попадает. Нормально так. Дома поговорим, думает Халида. Ну и Альфредина будет добивать лорда, чтобы опрокинуть мораль, а вместе с этим забрать игру. Но это как будто уже все. Без лорда-то как жить? Без лорда против Ушепти. Ушепти убегает от огненной головы. Да, мы не видим этот отряд. Ушепти убегает от огненной головы. Фулл позор. К чему еще можно прикопаться? Отродье на каскадном огненном плаще. 130 хп. Последний урод на этом поле. Ну ладно, на самом деле тут еще 3 урода есть. И, кстати говоря, он жив. 111 хп.
Змейки. Змейки бегут. Не хотят драться с пехой никаким образом. И у Шепти сейчас будут завершать. Это GG. 3, 2. Альфредина побеждает и проходит дальше. О как! О как! Плотненько. Идем плотненько. Да, оба игрока сыграли. Какие же у нас близкие игры. Какие же мощные пацаны. Хотя там Флауэр, конечно, сильно проехался. Уже забыл, кстати, кто там сколько победил. Допустим, так. Нет, в первой, по-моему, Сипа. Альфредина был орк, да? Что-то такое. Так, а Кейн и Краблинг, ребята. Ребята, как жалко. Количество СНГ игроков уменьшается. Но один уже есть в полуфинале. И один точно еще будет в полуфинале. Так что двое в полуфиналах. Это сильно. Возможно, трое. Кто знает. Так, дайте мне 5 минут, пожалуйста, перерыв. Я пойду водички налью. И мы смотрим Краблинг и Окей.
Так, я здесь. Теперь надо как-то стримить, одновременно поглаживая кота, потому что он пришел требовать внимания. Аксель, ты мне все посвернул нахрен. Сука, весь стрим и свернул. Сейчас, реплеем. Реплей. Кейн против Краблинга. Наконец-то я съем хлеб этого краба. Первым. Наконец-то. Вот он, самый желанный хлеб. Он мой. Будет съеден. Я готов говнить Краблинга. Так. У нас Дарки против 2 Йетинов. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Но мне интересно, как Альфредина будет это разыгрывать. Все дело. А его задача будет поймать шнеперов. Ой, Альфредина. Извините, пожалуйста. Акиндина. Госзаказ с булдыгой. Не, пацаны. Приятного аппетита, я не ел ничего еще. Я только водички попил. А, вы про хлеб. Да, это я поем. Тут еще подписи. Ё-моё, тут какая-то реклама. Реклама его канала. Ладно. Опачки, засада этинов. В лесу, они тут жили. Их выгоняют. Темные эльфы просто изгоняют этинов из их леса, потому что здесь будут строить новую башню. Новую высотку. Нагоронскую. Со всякими спа кровавыми, с пыточными и так далее. И выгоняют великанов. Торпедов гибельного демона. Так, ну эти решили немножечко впитать пока снаряды. Пока минусов нет. Для этинов минусы есть. Они все равно не собираются из леса уходить. Слишком близко подошли. Посмотрите, какой был чарж ответный. Ни хера себе они дали. Очень больно. Очень больно. Да куда такой урон с чаржа? Краблинг решает съесть всех волчар. Волчар схавывают. И пошел размен. По бабкам может быть невыгодно Краблингу. Да, напугал пару собак, потерял элитную каву здесь. Уничтожают пехоту, потому что ее некому защищать просто. Краблинг не прощает. Правда, его тоже могут не простить. Пошел контр-чарж. Здесь застряла немножечко мантикора. Ну, кстати, этины довольно эффективно впитывают реально такое количество хп. Маратель рук кидает похититель душ. Маратель бумаги. Ух ты, как идеально встал Краблинг. Он говорит, сюда стреляй. Точка, клад, здесь клад для питы. И действительно. Она туда попадает. Это пита. И отряд стирает. Что-то не то происходит. Сигналы друг другу подают. Снова забежали далеко в Лихиднары. Мантикоры напуганы. Мантикоры убегают. Как же этинам похер на снаряды, пацаны. Как же им насрать.
на это все дело. Пока что. Пока что насрать. Так, шнеперов уже скоро станет нечем догонять. Пехота недоедена, Трок недоеден. Мантикора возвращается. Трок, кстати, немножечко отбился от стаи. Его могут побить по горбу. Прям могут побить. О, шнеперы пропустили чардж. Это что будет? Минус пак. Краб решает не принимать Трога. Марати не настолько голодна, чтобы позариться на Трога пока что. Волчары возвращаются, что неприятно. Они могут зацепить, подцепить. Эта Мантикора видит, что случилось с ее сестрой, и совершенно не собирается садиться. О, нет, это фидыга Кавы от Краблинга. Тут, конечно, будет попытка все сожрать, но здесь Трок вместе со своей стаей бешеных нарскийских собак сейчас схавает всю кавалерию. Вульфхенаров тоже убивают. А Этин просто ходит. Ходит и собирает стрелы. Эльфы не знают, что Этины сдают потом это все на металл и поднимают бабки. Так и живут в целом. От обстрелов до обстрелов. Но у Краблинга очень плохая ситуация. Так Этинам еще ХП просто так не опустить. Им только до половины ХП опустили, а у них еще реген начинается. Что неприятно. Крайне неприятно. Тут у Краблинга как будто уже инструментов для победы нет. Можно ускорять. Вот эту херню не убить. Билд солидный. Марати убита. 1-0 в пользу Окейна. Ух ты ж. Какое начало. Какое начало. Серьезное. Чисто на жире. Эттины, на удивление, крепкие, конечно, пацаны. Просто похер. Чё в них там летит? Ладно, идем дальше. Сейчас. Так, у нас Норска теперь со стороны Краблинга против Дворфов Хаоса на поезде. Норска. Инструмент победы. Ну, погнали. В качестве мага здесь Фимир теневой. У Краблинга есть теневой, если вы не знали. Не донатьте ему больше, пацаны. Яма теней кидает. Шаман-чародей металла. С окончательной трансмуткой. Здесь Острогот Железнорук. Пепельный шторм. Огненный. Огненный шторм. Звери Ташнара у нас максимально мощные. Вышли впитать. Снаряды, кстати, неплохо увернулись от огня. Биорг, медвежий удар. Мистер Георг. Затаренный. Просто машина. Машина, которая немножечко огня боится. Но в остальном машина. Ушина. Звуки кота или это кот? Там громит на фоне все.
Это не вентилятор, пацаны, это АКС. Застрял в компьютере и тоже крутится. И шумит. Я котом вентилятор подпер. Все нормально. Бёрк восстанавливает силы. У нас. Демоны пока позади держатся. Это не их выход. Огнерожденные Кадаи. О, попытка зацепить поезд с мистером Георгом. Поезд такой повернулся. Повернулся назад. А? Кто? Это машинисты, которым было лень вообще голову поворачивать. Они такие: нет, я устал. Я смену отпахал, я не буду поворачивать голову. И просто поезд повернули боком, чтобы посмотреть, кто там под колеса бросается. А, эти опять болезные. Звери Тошнара выманивают снаряды. Снаряды выманиваются, Окейн набивает пока. Огненный шторм? Что? Краблинг его замечает и разбегается в разные стороны. План немножечко не сработал, но попытка хорошая. Но если отряд стоят не крест-накрест, то попасть тяжелее, конечно. Габла подставляет себя. Ну, при таком размене фронтлайн на самом деле может немножечко загрустить Дворф Хауса. Потому что у него просто весь фронтлайн сейчас протухнет. Станутся синглы. Но пока есть Бьорк, его синглы немножечко в опасности. Хоть, конечно, есть здесь огнерожденные Кадаи, да, с дополнительным уроном. Но мы помним, что эта машина жирнеет постоянно. Постоянно жирнеет. Набивает защиту. Набивает мясо за обе щеки, за щеку. О. Воруют броню с паровоза. Звери Тошнара разменялись. К сожалению, отдались за полцены. Кадаи великолепным чаржем разносят отряд грабителей. Здесь тоже пехота грустит. Под пепельным штормом и под паровозом. Георг пока не понимает, что ему делать. Сделай что-нибудь. Медвежий удар. Но где медведи, спрашивает Бьорк. А медведей действительно нет. О, очнулся. Увидел. Увидел протезированного. Трансмутка передает привет. Или это не трансмутка была? Трансмутка. Дэмэдж пошел. Поезд ушел грустить. У Нарскитца остаются хашки, которые будут все расстреливать. Тут вообще кайф. Остается страшный Георг, который регенится, который восстанавливает силы, у которого отличная защита, отличная атака. Правда, он немножечко огреб. Ой, ты, на 60% больше урона будет у огненной атаки. Урон, конечно, солидный, если попадать. Но как попадать в эту защиту? Попадать крайне тяжело. Шанс там 1 к 4. Процентов 20 там шанс попасть. А он все жирнеет и жирнеет. Жирнеет, жирнеет. И дамажит, и дамажит. И дамажит, и дамажит. И Хашка пока себя неплохо чувствует. Правда, пехота сыпется. Кадаи, конечно, кабины отрывают. А там еще и маг. Теневой Краблинга пришел. А он и броню ломает.
И как вот от этого убежать? А как от него убежать? Натиск 100. Он даже сделал вид, что не заметил волчар. Или все-таки заметил? Ладно, немножечко заметил волчар. Ну, это краблинг забарывает. Тут уже все, ребята. Это уже не проиграть. 5000. Один-один. Где паровоз? Был добит на фоне. Захаван, расстрелян. Его расстреляли, он воровал продукты. Дальше. Краблинг просто на алдыге. Холик, а тут, блин, Техенхауин. Летающий. Смотрите на это. Холеный солнцеед. Интересный выбор лорда от Окейна. Итак, здесь и молот, и молния. Возможно, он ожидал Годзиллу увидеть здесь, поэтому понабрал всего для борьбы с Годзиллой. И кучу хашки, и алебардосов. И здесь же чародей Хила. Даже есть зловонные гости. Но увидел он не Годзиллу. Летающий лорд. С проклятием Арнхейра. О, как. О, с ядом глобальным. Нормально. То есть у всех будет яд. Я думаю, Краблинг готовился к Годзилле здесь. Или к чему еще можно готовиться? Это же ящеры. Это же психи. Тут рогатые ребята. Очень редко видим мы элитную кавалерию ящеров. Называется рогатый. И где их рога? Вот они. Из-за этого они рогатые. Когда их нет дома, кто-то купается в их омуте рождения. Поэтому они рогатые. Пошел чарж. Ящер-то вообще безумный. Правда, тут один отряд сейчас загрустит. А Кейн, конечно, понесся от души. Холик понимает, что ему тут особо бояться нечего. Только плевков он, наверное, боится. Кучу плевков все-таки он. Это ему не понравится. Но, с другой стороны, здесь есть левардички, которых можно спрятаться. Пошел кайт. Разворот в рогатых. Ну, рогатые с Холиком драться совсем не хотят, конечно же. Ой, ты куда подошел так близко? Посмотрите, как он впитал. Вот что бывает, когда сингл бегает над хашкой. Холик включил крушитель звезд и начал просто уничтожать. Правда, им помогает лебардосы здесь со спины. Как же им больно. Как же им больно. Им больно. Магия пока особо не спешит. Ну, Холик здесь под хилом, на самом деле, сможет все поубивать. Проблема для ящера еще в том, а что ему делать с алебардами? Буквально. Как их забивать? Магией? Ну, у них 35% сопротивления магии. Дарковой стаи ты просто всю жизнь их будешь бить. Кава, ну не справится никогда. Тут уже поплава полная по билду. На самом деле.
Так, мало того, это 4 пака жирных хорнатов. Здесь есть маг, который, если что, все это будет прикрывать. Чародей хаоса Нургль. Вот он, да, который может похилить. И похилить он может АОЕшно. Усиленно. Весь этот блоб. Мощный, ящерский. Ну и еще надо что-то сделать с Холиком. Это мега хитрыга. От Краблинга. Ну тут прям очень тяжело. Краблинг, правда, растащился сильно. О, он решает кинуть улучшенные зловонные гости. Но не докинул. Не докинул. Техин. Сейчас будет кристаллического ловить. Ну, на 2 косаря они пробьют, Техин сразу загрустит. Сейчас будет жидко-кристаллический. После того, как Холик до него добрался. Тут максимальная кайтыга происходит. Максимальный кайт. Его поймали. По нему попали зловонные гости из леса. Hello. Ой, сейчас мораль просядет. Ой, мораль просядет. Еще хашки бегают за ним. Так его убить сейчас могут. Если он будет снаряд пропускать. Но тут уже как будто бы все. Я просто не представляю, чем можно пробивать вот это. Окейну. Краблинг еще регруппится, вспомнил про своих собак. Холика сейчас похилят. Да, и Окейн сдается. Это 2-1. Но тут по билду мощныга. Хотя тут больше у Окейна, конечно, билд-сюрприз для меня. Через кучу кавы и нарвался на анти-кава, анти-лардж билд. Да. Next. Краблинг на Котае. И демоны. С адским каким-то расстрелом безумным. Мы уже видели, как демоны расстреливали это. Сможет ли Краблинг преодолеть адский расстрел? Итак, здесь дробовики. То есть в бой будет очень тяжело подойти, если не сдуть все дробовики. А тут еще и пушки. И отражение снарядов. Тут у нас заготовочка. Итак, есть телепортирующаяся Башива, которая пошла в инвизе. Будет мешать. Есть зеленый хранитель, который не знает, что будет. Будет бегать. Реально, скорее всего, будет бегать. Краблинг в первую очередь отстреливает носителя заразы, так как он может напрячь пехоту, наверное, очень сильно. Потому что без этого дробовики просто всех убьют. Башива тут прицепилась. Ну, Краблинг знал, к чему он готовится. Логично. Какой он контрплей будет строить. Он пошел еще точку захватывать. Тут лорд хилищ.
У него, правда, есть зловонные гости, но здесь есть магия лечения, которая зловонных гостей подкосит. Ух ты! Ух ты! И пушки сюда стреляют. Скорость 34. А у пушек-то еще огненный урон, да? Ой, сейчас плюхи будут залетать. Пошли зловонные гости. Там мага пытаются выбить. Тут надо будет отойти, наверное. Но Пашива не боится, и похуй. Опачки. Телепортнулась. Рядом у нас маг, который сейчас даст хил. А тут оживительная мантра у нас. Передает привет. Конечно, приколы нормальные летят. Пока что без ветров даже мы, да? Подождите, она что, бесконечная? А, она бесконечная. Для тигров-воинов. Да вы шо? Это же лапа вещая, да. Это же вещая лапа, я забыл. Это же вещая лапа. Но себя похилить не может. Себя придется ветрами магии хилить. Но тут проблема, что если дробовики останутся, они убьют все. А их? А Кейн хочет очень сильно перестрелять. А тут еще душнильный зеленый хранитель, которого пытаются раскайтить. Так, захил произошел. Себя. Врата небес скоро отрегенятся, если что, можно будет уйти. Могут быть брошены еще одни зловонные гости. А, вещую лапу бросает. Контрхила нет. Но. Это улучшенный на 2000. Если ее сейчас не пробьют, она выживет. Не пробьют, в смысле, выстрелами. Краблинг еще выскакивает кавой. Перемалывателя. Вещая лапа или воровская лапа. Перемалыватель просто не может стрелять, его гоняет зеленый хранитель. Своей аурой. Просто не дает. Не дает стрелять. Вашива ушла. И передает привет. Тут еще одна кава. Вещая кава. Еще пошел хил. Ой, какой же душный зеленый хранитель. Этот. Отвечаю. Против этого билда просто идеально подобранный. Как он напрягает. Его нормально не расстрелять ни хера. Он прикрывается пушками, да? Тут пушки будут простреливать. Вот, попытка выстрелить. Идет в себя. Что делать? Как обстрелять пушки? Кстати, у Нагаша будет обила, которая, да, на кнопку включает вот эту штуку на всю карту. На сколько секунд там? На 14? Это, конечно, гига круто. Броня, если она будет в мультиплеере, это, конечно, очень сильно для нападения. Если эта броня будет в мульте. Но она не работает на арту. Ну против дробовиков прям хорошо. Вообще против стрелковых фраг. Особенно если Нагаш там у вампов будет. Хотя он будет там... У него своя фрака, типа, да? Будет. Но если там будет
условно вампирские юниты у Нагаши, и он будет по силе как вампирская фрака, душная штурмующая, то против коробок. Конечно, это очень сильно. Ну, слушайте, Краблинг тут уже прям сильно задавил. Точка давит. Надо Окейну что-то делать. Кстати, смотрите, как отхилился в толпе. И возвращается. Вот это хилыга. Вот это хилыга. Но точку надо брать. Духота. Ну тут битва билдов, ребята. Что вы хотели? Хитрый дед на Краблинге знал, как играют его противники. И подобрал мега-душный китайский билд. Коробка китайская выдвигается на точку. И тут 4 пака дробовиков. Что делать? Вопрос. Тут как бы без этого капздец полный. Башива решает пойти ва-банк и развалить перемалывателя душ. Вот не такая большая разница. Все еще. Но тяжело, тяжело. Да, Краблинг придумал действительно полную контру этому билду. Это 3-1. Краблинг проходит дальше. Против Альфредина. Повторение легендарного матчапа. 4000 Башива. Как же она херачила. Будучи в миле, стреляют дропы. Они неплохие стрелки по небронированным отрядам. Синие ужасы. А дроп не бронированная. Вот он, вот он. За Камару. Так, ну а Кейн, конечно, далеко дошел. Это было сильно. Интересная, конечно, пара. Что там, можно переходить? Флауэр против Снейл Крима. Сейчас. А, мне там в ЛС что-то писали. Сейчас. Так, я дошел до полуфинала. Надо сделать паузу. Ребята. Сейчас, там какое-то это. Что-то какое-то это там происходит. Стоп-команда. Прозвучало стоп-слово. Да. Так. Ага. Алхимик сейчас какую-то ссылку скинет. Туда нужно номер карты ввести. Тогда открывается реплей. Подождите. Так, ссылки от алхимика. Ё-моё, там какое-то это...
какая-то мощь. Так, что же там нам алхимик принес? Так, тут Господи, боже мой, как это? Есть темная тема у Windows, у этой бандуры? Наверное, нет. Первый лист. Тихо, пикабаны. Так, мы смотрим. Карты. Финальный пик, пул, бан. Первый лист. А я в каком? Вот здесь? Тейбл. Так бы и сказал, жми тейбл. Мы здесь. Первый лист. Мы ждем. Игроки жмякают, мы смотрим. А тут что? Артефакты. Закулисье реальности. Сегодня полуфиналы, ребята. Короче, сюрприз для вас. Новая DLC. В Excel будет игра проходить. Вот. Вместо рестрима будем смотреть репки здесь. Завтра финал, сегодня полуфиналы, да. Я надеялся, все это будет обрезано. И ну можно как-то попытаться сейчас. Не получится. Будем в Аха Тейблтопе. Финал вроде, ну не знаю, что там будет по финалу. Нажми вид. Телекомпания вид. Надо масштаб. Полный экран. О, спасибо. Чтобы еще больше видно было. Вот так. Ага. И чё на это? Мы смотрим на это. Да, и так 3 часа. Офигенная идея. Кайф. Вообще красиво придумали. Мне нравится. О, посмотрите, появились. Появились люди. Тут кто-то появился. Сейчас, подождите, сейчас пики-баны будут. Так. Препик Флауэр говорит, что он выбрал воинов хаоса, Хемри и Империю. Глобал баны. Норская, зеленокожие, Вуды и Кислив. Это вам показывают, как происходит пика баны. Чем отвечает Snail Cream? И бан, смотрите, зеленокожих, говорит Флауэр. Бан Империи.
То есть выбор из этих двух фраг. А тут из кого выбор? А Снейл Крим, как настоящий архан, просто из темноты достает демонов из кармана. И получает тамбов. И это тамбы против демонов. Круто. Он же контрпикает. А я не знаю, какая там система. Ты думаешь, я разбираюсь в играх, которые я стримлю? Что, с ума сошел? Еще чего. Буду я правила читать. Все, да? Спасибо большое за интерактив. Админам. Мы можем смотреть. Дайте мне поразгонять. Итак, у нас тамбы флаверские против легиона Снейлскримского. Знакомый билд. Знакомый билд, ребята. Мы с вами это видели. Вам показывали, как работают про-геймеры. Ой, извините, это прошлый счет. Такого нет. Это кусочек краблинга. Флавер, Серафим. Вот такое описание Клисан. Дал Клисан. Кстати, очень хорошая позиция, ух ты, у Флауэра. У Шепти стреляют из леса, их обстрелять тяжелее намного. Жерслич получил в морду, как только вылез, как только выскочил. Чем забивать коробку? Ну, во-первых, есть избранники Багоу. Есть Верховная Халида, которая будет пробивать пехотные отряды своими выстрелами. Есть лучники, которые некоторое количество урона внесут. Хотя, конечно, не так все просто с этими нурглитами. Шо, пацаны, ставим X3 и смотрим следующую Excel. Очень хочется посмотреть, как там пикабаны происходят. Хоть узнаю, наконец-то. Чем бить перемалывателей? Ну вон. Есть снаряды, есть ушепти, есть змеюги, есть лучники. Всем, что есть, просто. Тут уже один перемалыватель загрустил. Пошел локус. Срочно. Локус подливы. Один срочно нужно тратить. Регенем мало, кстати говоря, потому что не все просели. Наверное, как будто бы и зря, и не зря одновременно. А тут же смерть. Тут же похищение души. Не захотел хилить, захотел души похищать. Приходится терпеть. Еще один выстрел. Сейчас загрустит бедолага. Цари уничтожают хаос. Но справедливости ради у хаоса довольно билд такой терпильный. В целом. Чтобы стоять и терпеть, и впитывать. Но неприятно, конечно. Змейки снова подходят, ловят. Сейчас еще один выстрел поймают. Передумали стрелять, да, когда поняли, что нурглиты все-таки поворачиваются на них. Есть плюха. Есть плюха. Ну, как будто вот этот потраченный локус плодовитости может неприятно сыграть, но с другой стороны, Флауэр должен понимать, да, что нужно неравномерно будет разваливать, а по одному. Да, терпим на точке, это важно, ребята. Терпим, но на точке, терпим за что-то. Тамбовские короли решили отжать точку, единственную торговую точку нурглитов. Флаг, к сожалению, не остановил.
снаряды. Подрастреляли тут визгунов. О, сразу. Ощущение душ. Ух ты! Куда вы вылезли, ребята? Просто впит. Еще один локус. Ну... Ладно. Останется еще один. Конечно, 2000 не отхилит. Он собирается 7 минут так терпеть. Ну а выбор какой? Сейчас будет накидывать. Куда ускоряет тут Next? Полуфиналы я стримлю параллельно с Давхом. Я не знаю, насколько я от него отстаю. Поэтому тут уже, к сожалению, ребятки, спешить нельзя. Я не могу его обогнать. Не могу обогнать власть в лице Creative Assembly. Поэтому смотрим. Поэтому смотрим в X05. И кайфуем. Да, затерпеть можно, вот как пишет Краблинг. Тут есть локус плодовитости. Очень приятно. Который, правда, уже потрачен немного. Но если бы он на всех действовал, было бы кайфовее и раньше. Он бы много впитал. А патроны кончаются. Ну и помимо локуса тут еще есть и задувки. Вон и головы метающие. Пока держимся, пока задуваем. Ветров прилично. Неприлично, прилично. Пошла еще задувка. Тут, правда, бросок мимо. Ну, мне кажется, что... Реально вот мог просто на локусе плодовитости терпеть. Очень сложно будет тамбу. А тамбу нужно фокусить какие-то определенные отряды одни, чтобы хил не шел равномерно. Тут еще змейки есть, которые могут поплеваться каким-то образом. Пошел локус. Ну, вот этот хил уже получше, как вы видите, залетает. Заходит на ура. Хотя все равно не так много, как хотелось бы. Но это последний локус плодовитости. Скоро еще у Шепти внутри появится. И, кстати, учитывая количество маны, Калида может отлететь. Да, да. Тут осталось 3-то. 3 раза. Она еще входит сюда в строй, чтобы огрести. 3 похищения души. Тут есть еще меч мучителя, который, правда, пока на перезарядке. Но змейки сильно выбивают. Змейки, мне кажется, быстрее все выбьют. Не, Флавр не пошел заливать. Хотя Калида, конечно, что-то борзеет вообще неменяемо. Опачки. Прием. Передаем. Откуда плодовитость? Подождите, если 0, я потерял. Откуда она еще? А, она берется... Да нет, не с демона абилити. Цепная, это с него. Ну. Это не локус. Это плодовитость. Только я хз откуда наберется. А, это глобал так работает? Все. А, я забыл. Блин, так давно... Да. Не гонял. Да, действительно вкусный глобал Нургла. Калида пошла умирать.
Посмотрите, Снейлскрим сейчас выдержит. Какой сочный хил залетел. Ее сейчас задушит ветром. Пошел ветер. Пацаны. Кто там хотел X5? И это просто на толстой морде. И задувки. Змейки больше где-то лазили и чаржили, чем дрались. В итоге очнулись, такие, ладно. Есть ли еще шанс? Ну, если застрелит лорда Нурглицкого, может что-то и есть, но уже как бы поздно, как будто бы, да? Потому что куча мяса здесь, причем мощного. Мощное мясо. 1-0. В пользу Снейла. Открывает счет. Затерпел. Но тут больше, конечно, Флауэр не справился с управлением. Начало разыграл очень круто. А коробку штурмовать не смог. Глобал, конечно, зашел очень красиво. Глобал передает привет. Он был действительно вкусный и необходимый. И пришел тогда, когда нужно. Да, ребятки. Чё там? Мы возвращаемся к нашей любимой табличке. Что же у нас в табличке? Гейм 1 мы посмотрели. Теперь припикает Снейлскрим. Он говорит, я беру тамбов, ящеров и хаэльфов. Вас понял. И банит империю для Флауэр. Из вот этих трех Флауэр банит кого? Кого он забанит? Он банит хаев. Просто украл их себе сначала, он потом вернул красных. Попользовал, вернул красных хаев. И берет. Вампов. О как. И воюет против тамбов. Ну что же. Не знаю, насколько крутой Флауэр как вамп. Сейчас. Репку достанет. Достали. Но мы уже здесь видели. Так, у нас тамбы против вампов. С интересным тут, конечно, билдиком. Снейлскрим изменил свой билд. Как вы видите. Ну, как будто бы здесь еще тяжелее будет. Относительно билда Карадока, нет? Что тут изменилось? У Снейлскрима, да, вспоминаем, что изменилось. У него был пак у Шепти внутри, теперь у него 2 пака змеек внутри. Это же он стоял в коробке? Или у меня эта голова зависла? Сфинксус Эква 1. Да? Здесь же Некротек. Калида. И Жрец Лич. Свет. Да, против Карадок. Вот, он стоял. Да. И поменял свой билд. Здесь у нас Вихт. Со Скапскратом. Ну, хорошо, сюда зайдет. Под задувочкой. Это есть. Некромант так и остается. Точнее, труповозка здесь остается. Отдельно от некроманта. И некромант тоже на своей.
катается, чтобы покрыть как можно больше площадь. Хашечки выходят вперед. Ну, змеек придется каким-то образом, конечно, попытаться спасти. Сразу вытягивается ХП у лорда вампирского. Стригоя. Будут его заплевывать, будут его снайпить, чтобы он регенился. И держался подальше от драки. Бросена сетка. Ух ты, он попался под сетку, он бросает хил. Выходят змейки. Немножечко поздновато, хотя еще 10 секунд есть. Сейчас будут плевки. Нет, они не плюют. Куда они? Куда? Сбился плевок. Он садится сразу, а плевков нет. Почему? Небольшой мисплей, похоже, произошел. Вот, его могли наказать на пол хп, но его не наказали. И каким образом? Выдохнул Стриг. ХП не потерял. Но все еще внутрь нормально не сесть. Будет призыв, скорее всего, усиленный. Сначала внутри, чтобы повязать змеек. Нет, варгейсты садятся. Варгейсты на борзости садятся, только после этого призыв. Появляется, змеек вяжут. Варгульф ждет. Варгульф поскакал. Пока что ждем. Еще баржа прилетела у нас под обстрел. Наконец догнал прямой эфир. Хороших финалов и пусть победит не Архан. Но финалов сегодня не будет. Финал будет завтра. И мы сейчас узнаем, кто будет играть в финале. Спасибо за донат, Бедлам. В итоге грустные варгейсты. Я удивлен, кстати говоря, что, учитывая, что вот сюда прибежал Некросфинкс, сюда прибежали все, что Стриг продолжил висеть и все еще позволяет глазам пустыни стрелять. Тут хашки, правда. Тут еще, ох ты, временная воронка для битвы в толпе. Правда, Халиду пробивают. Ну, стрит-игой, стрит-игой. Пока что просто как мальчик для битья здесь. Он просто под опаловым амулетом что-то стоит, свой хил тратит. Но если тебе без вариантов уже кабину ломают, наверное, стоит с кем-то где-то подраться. Пока молодой. Тут пошел квантовый прорыв. Максимальный, внутрь коробки. Вампы прорываются. Что там, кстати, по скапскратам? Я на них внимания особо не обращаю. Пробитие есть. Ну, Халида в опасности. Действительно в опасности. Прятаться непонятно где. Неясно. Скапскрат. Чуть-чуть тут, чуть-чуть там. И вашим, и нашим. Змейки почти пробиты. О, собирается принять Халиду. Это солидный мув. Увидел возможность Флауэр. Начинает терять свое преимущество Снейл Крим. Халида почему-то продолжает сражаться. Бросается сетка. Бросается сеточка, заливается хашечка. И тут в ответку сразу же похищение души. Халиде капец. Вторая Халида действительно пытается залиться. У нее тает мораль, ее нечем спасти, и она умирает. Умирает довольно грустно, и Флауэр уже впереди. А это крайне плохо. Снейл Крим упорно пытается выиграть очень сложный матчап.
для себя. Ну, для фракции. Очень сложный. Вампирские конты самые крутые они. Ими они и остаются. Ну или я чего-то не знаю. Чё он не взял лизов? А я не знаю, кстати, как сейчас у ящеров дела против вампов. Там был вот этот билд с Годзиллой, гигадушный. Но вампы умели его плюс-минус раскатывать. Тут под сеткой поймали. Но value течет. Value течет. Тут уже практически все развалилось. Хлам. Остался только бешеный сфинкс Кусекфа. И эта туша довольно жирная. Варгульф себя хорошо чувствует. Кайфово. Вихт 700 набил. Тоже кайфово чувствует. Телега одна была уничтожена. Я не обратил на это внимания, когда ее порвали. Так, Стригой под амулетом непонятно что делает. И хочет драться с магом. Пытается Некросфинкс выйти. Если сейчас убьют короля упырей, блин. Чтобы его убить, он должен попасться под Некросфинкса. А он взлетит, конечно, может еще получить плюху в морду. Да, и сейчас еще у Шепти будет. Это правда. Но тут все хилится. Тут все жестко хилится. В ауре. Тут еще толстый Варгульф. Смотрим, как уворачиваться от взгляда Шема. Нет, не смотрим. Понял. Пошла минус мораль. Разваливается кабина. Но перед смертью он успеет похитить. Он даже сможет зачаржить, возможно. Он чаржем восстановил мораль. Ух ты, возможно, даст еще удар. Он дает удар перед смертью. Еще удар дает и умирает. Но тем самым обеспечивает себе победу. 7 ОЗ. Ну, чарж, он же бустит мораль. Счет 1-1. Все никак не выходит у Снейл Крима выиграть вампиров. Вампиры клятые побеждают. Да, это был мувыга, действительно мувыга. А мы с вами переходим снова смотреть пикабаны. Так. Нургал. Ящер. И дворфы хаоса, говорит Флауэр. Это было 5, ребят. Было 5, конечно же. Какой было 3? Банит хаэльфов. Не хочет давать хаэльфами поиграть Флауэр никаким образом противнику. Банит дворфов хаоса. Крим. И выбирает против ящеров и нурков. У нас. И это вампираты. Это нежить. А что тут будет против вампиратов, кстати говоря? Ящер? Или что? С даблкар? Нет, это Нургал. О как. Мы видели, по-моему, ящеров, да? Да чё спрашивали? Снейл Крим каждую игру берет 3 нежити. Так, давайте. Пацаны, это же мейнер всей нежити. И до этого он также играл. Вы что? Нургал? Вампираты.
Особо не помню, как, кстати, играл Нургл. Тут стрельбы овер до хера. Просто тьма стрельбы. Здесь и дробовики, и ружья. Сразу же попытка загасить призрачных пушкарей. Где же пляска смерти? И ветер смерти. Хе-хе-хе. Это сильно, это сильно. В качестве лорда у Флауэра чародей Нурглит со зловонными гостями и кипением хворей. Здесь у нас 5000 хп. Правда, регенящийся. Не так приятно. Но можно дать. Дать гостей. Меч нечистот. Тут гагатовый жезл, регенимся. Страшная вещь когда-то. Два пака гниющих прометейцев у нас. Мощных. Чем, кстати, пробивать прометейцев? Чисто толпа на толпу. Синглами. Да? АОЕшечкой неприятно. Вообще тяжело, как будто штурмовать плюс-минус, может быть. Потому что хочется подойти, но вот под это подходить не получится вообще никак. Да и под это на самом деле тяжело подходить. Неприятно будет Флауру. Надо будет очень красиво напасть. Выскочат нурглинги. Есть 3 пака летунов. Тут пока слабо работает носитель заразы. Но тут для него проблема в том, что очень много стрелков дешманских. Пошел хил. Да, очень неприятный нехек. И синглы выскакивают из леса. Окей, синглы вылезли вдвоем на пару. Вместе с Кайзеком. Вместе с Казиком. Ух ты, кипение хворей. Хеллоу. Байт на фурии хаоса, только они все равно сдохнут. Нарыв растет. Но не так больно. Ставка на то, что у них мало... Что они отлетят, маломодельные, да? Возможно, будет еще один хил. Фурии передумали, вернулись. Их, правда, развалили. Жир пошел. Ой, жир, если ровно встанет, мы увидим ветер смерти, возможно. Да, фурки зря не сели, потому что выбора особо не было. Тут перегружен один фланг. Ветер смерти может быть. Но не факт, что он его бросит, конечно. Потому что есть и для него и другие вещи. Потому что, ну... Сдуть разносчиков. С одной стороны хочется. С другой хз. Тут пошел нехек улучшенный, тем более, да. Потому что под прометейцев надо. Пока что не трогаем точку победы. Вообще никаким образом. Нурглинги ждут. Дан приказ ждать. Здесь пошел небольшой бутербродинг. Дробовикам не так удобно стрелять, потому что забыл немного Снейлкрим про охренительную местность. Кажется, что местность благоволит ровная. А нет, не ровная, вся изрыта. Конечно, тут же взрываются огромные прыщи, оспины, остаются следы. И это ветер смерти улучшенный. И он пошел. Насколько он попадет, пацаны? Успел Флауэр его увидеть. Ну, на контроле, на контроле. Вернулся. Он ждал. Пацаны всю игру обстреливаются. 100 набили. Это сильно. Это, конечно, очень сильно. Стрелять как-то не получается. А, вот, теперь получается. Дробовики передают привет. Здесь нурглингов встретили, они не смогли отойти.
Пошло еще одно кипение в хоре. Хворей. Оно очень долго кастуется. Очень долго кастуется. Хотя Нургл борет, смотрите, потихонечку. Потихонечку перебарывает, потому что не получается стрелять нормально. Здесь просто идет драка, толпа на толпу. Дробовики что-то там стоят, что-то там грустят. А им надо стрелять, кайфовать. Нургла хила мало. Но есть еще глобальный хил, ты не забывай. На зловонных гостей копить не будем. Ну, кстати, вместо кипения хвори, если бы залетели зловонные гости улучшенные, сейчас бы кого-то поплавило. Да? Скорее всего. Протаскивает своих нурглингов Флауэр. Сквозь огромные туши мышей здесь расстреляли. Еще одно кипение хвори. Все мечтает окупить своего мага. Решает не добивать противнику гостей. Ой, гостей, лорда. Добить гостей. Праздник закончен. Ну, кайф, лорд хилится. Пойдет АОЕ хил. Очень много, конечно, жира у Нурглинга. Нургл все равно перебарывает. Он просто толще. Дробовики не могут реализоваться. А вот, кабину насыпают. Пацану насыпают в кабину, но стрелков остается крайне мало. Регенятся ветра. Как же тяжело. Как же тяжело. Как же похер разносчикам чумы. Немножечко value здесь подсокращается. 170. Посмотрите, какой позор. Я ожидал от этих дробовиков, конечно, больше. Ух, как больно пушкарям. А чё их так лупят? Ну это как будто Флауэр борет. Чисто на Нургле вышел спокойно. Без супер прям хила. Да. Потратив еще 39 маны. Не очень эффективно. Но все равно переборол. По остальным статьям. Не получилось стрелять. Не получилось. Зловонные гости, но не улучшенные против Нехека. Вам пытается жить. Здесь краблинги. Прометейцы отстали. На самом деле, их бы, наверное, вывести и подвести под блок надо было, чтобы похилить. Сила-то в блобе. Но у Нургла блоб сильнее. Тут еще и сектантики. Жестко воняют. Посмотрите, какие тут минус характеристики. Просто как здесь невозможно драться. Невозможно дышать. Тут еще и реген. Ну, Флауэр заборол. И это 2-1 в пользу Флауэра. Кайзек, маг. В шаге от выхода в финал. Флауэр у нас. В шаге. Что же сейчас сделает знаменитый корейский Архан? Так, где там у нас? Смотрим, пацаны. Смотрим глобал пики. Глобал баны. Вампы пошли от Снейлкрима. Ящер. И Хаэльфы сейчас. Нет, и Дарк Эльф. Банит демонов хаоса.
Банит ящеров Флауэр. О, как. И выбирает Дзинч. Это что, будут дарки? Вряд ли против Дзинча будет сражаться вам. А, это дарки. Так, у нас темные эльфы против Дзинча. Погнали. Кайрос. Уху. Уху. Кайрос. Свадьба-плет. Так, темные эльфы. В качестве лорда магичка зверей с янтарным копьем. Кавалерии у нас 4 пака рыцарей на хладнокровных. И еще вагон темных всадников. 3 отряда стреляющие. 3 отряда шнепперов. И немножечко бронированных пиратов Черного Ковчега. Здесь Кайрос, не сильно затаренный. С голубым огнем Дзинча, с огненной бурей Дзинча, со станом в виде взгляда судьбы. И с высшим проводником чар. Хашки. 3 пака. 2 отряда рыцарей хаоса. Возвышенные розовые ужасы Дзинча. О, какая. Но они еще перезарядку силы дают дополнительную. Хотя тут в ответку, конечно, перезарядка силы тоже идет солидная, потому что есть проводник чар и есть пассивочка. Да. Озон. Озон падший. Прямиком из Таиланда. Ну окей, перестрелочка. Ждем, рыцари спрятаны. Сейчас кавалерия попытается навалиться. Как-то далековато немного ушли розовые ужасы, нет? Их не будут ловить. Не могут наказать. Но кавалерия пока не спешит. Готовится янтарное копье. Улучшенное. Куда? Сюда? Нет, сюда? Стесняется. Кастует, варит. Срывается, да ё, это самый долгий каст. Очень долго готовила. Янтарное копье. Полностью в щит. Так, тут этот псих дал сетку. И дал бурю в отряд сразу. На безумии мы поперли. Неплохо. Но это пол хп. Набил некоторое количество value. Там еще 4 отряда. Пошла улучшенная роковая стая. И у нас выдвигаются рыцари. Сейчас будет чарж в рожу бедолагам. Попытка поддушить лорда. Нормально так прилетело. Почти на 1000 хп. Рыцари передумали чаржить. Почему-то решили отвлечься. Будут спасать здесь? Или нет? Лаура решает встретить в лесу. Но с другой стороны, в лесу обстреливать так не будут. Сильно. Кайрос пока не особо помогает. Уже кавы прям дофигища. Жестко давит Снейл Крим. Прям сильно давит. О, еще стрела перемен. А хватит ли ветров? Хотя они так жестко регенятся, что, наверное, хватит. Действительно, можно лорда попытаться убить. Наконец-то пошел контрчарж. Где-то там вдалеке кава. Ух ты, огромные проблемы у Эзона. У вихри твари.
Хашка прибежала помогать. Здесь дешманская кава. Отбивается Дзинчит. В зону надо бежать. Тут еще и улучшенная огненная буря. Это ульта. Нет, подожди, вру. Это не ульта, это заклинание мощное. Саданул. Потому что тут, наверное, сейчас будет потрачена еще одна торпеда в морду магички. Мы же играем в долгу. Или нет? Каву сейчас съедят. Пошла удаль эльфийская. О-о-о-о-о! Да, заклинание, конечно, не прошло по Флауэру. Ой, точнее, по Снейлкриму, извините. Извините. Здесь знаменитое везение Флауру не помогло. В упор не работает, как вы видите. Но давит Дзинч. Полоска уже что-то подзадушилась немного. Потому что кончаются патроны, ребят. Кончаются патроны, кончается полоска. Озона выгоняет с карты. Депортирует. А он умер. Пошла еще одна стрела перемен. Но ее можно принять, потому что тот спел промазал. Полоска на самом деле сильно врет. Как вы видите. У Дзинча дела обстоят не так хорошо. Снова все мимо. Тут еще дохерища чего стреляет. С этим перестреливаться невозможно, но это... Что, ребята? Ой, у Дзинча, у эльфа еще все стреляет. Это, видимо, будет 2-2. Потому что как с этим бороться? Еще улучшенная роковая стая. Тут еще и в угол загнали в угол и расстреляли. Хлам. А магичка кайфует. Ну а заклинание, конечно, максимально грустное. Так мажет жестко. Если бы попадало, было бы намного больше шанса у Дзинчита. Но нету, ребята. Это 2-2. Судя по всему, жесткая 2-2-шная 2-2. Кайрос пошел ва-банк. Че удаль не включает? Уже закончилась удаль. Ты ее включать собрался. Ну, в упор это заклинание не работает. Короче, нужно только с большого расстояния кидать. Не подрасчитал Флауэр. Байт на обстрел своих же. Сейчас Кайрос затащит. 700. Ну ему уже капец. Все, давайте. Уже точно конец. 2-2. У нас счет. Это сильно. Конечно, сильно. Ну что, ребятки, десайдер. Все было расстреляно. Посмотрите, как шнайперы красиво сработали. Вообще стрелки выиграли этот бой. Муталина расстреляли. Так. Десайдер. Десайдерский десайдер. Ящер. Бретония. И кто-то неизвестный.
Третья фрака настолько большая, что застряла. Она застряла. Это должны быть дворфы. А, нету? Непонятно, кто это. Ладно. 2 на 1. Все, извините. Это же десайдер. Там другие правила. Выбираются две фракции без банов. Выбирается хаос. И кто будет против хаоса? Бретония или ящера? Да. Understand. 2-1. Это хаос против ящеров. Понял. Годзилла против хаоса. Не знаю. Но это же корейский архан. По законам корейского архана он не должен брать Годзиллу. И он не берет Годзиллу. Тут у нас куча хашек, тут куча поливашек. Куча кулаков. Ух, ребята. Прорыв с Ютуба пошел какой-то. Итак. Это полулесная карта. Здесь Маздамунди на стуле. Куча плевков. У Маздамунди сетка. Задув. Не, подождите. Дебаф прям сильный. И комета. Он ожидал, что здесь? Каких-то крутых воинов хаоса, типа, которых нужно будет сдувать? Видимо, да. Вероятность была. А тут внезапно тролли. Тролли, а антиларджа особо нет. С троллями будут размениваться священные кроксы у нас. Архаоныч тоже играет в целом через баф. Для того, чтобы спасать троллей. Задувочка есть, очень приятная, учитывая количество дешманской позорной пехоты у ящера. Есть Эзон. Вообще плохо с антиладжем здесь. Ну, посмотрим. Ладно, антиладжа нет, есть плевки. Эзона все еще можно заплевать. У Вока будто билд Берс. Ну, это же Флауэр. Мне казалось, они там могли как-то трениться, нет? Соборились всем кланом думать против архана корейского. Опачки, огненная голова. На этой карте, кстати, не очень хорошо видно спилы, но и огненная голова ее скосила, ветер сильный. На пол пака когорты сцинков, пока огненная голова не сильно. Но! Снелл Крим захватил точку, ребята. Точка захвачена. И хаос решает отойти. Ух ты, взбесились дикие хладнокровные. Но их как будто надо бы останавливать уже, нет? Не будут останавливать. Их не будут останавливать, потому что тут идет наступление. Ящерское наступление, и хаос убегает. Жестко. Ух ты. И игра зависла. Нет. Нет, пацаны. Сука. Как хорошо, что это репки. Ладно. Сука. Пусть пересобирают, переигрывают реплей. Мне нужен новый реплей. Я вылетел. Играют пусть снова. Снова, с новыми билдами. Матчап не очень для Вока.
Я, возможно, знаю, что случилось. Но вам не скажу, чтоб вы меня не позорили. Но игра, правда, больше не запускается, ё-моё. Что произошло-то? Игра, запускайся. Сука. Ладно. Булдыга дедосит. Пусти экзешник от админа. Попусти экзешник от админа. Да, она реально зависает просто на определенном моменте. Что за херня? Сейчас. Так тут надо не экзешник запускать, отпускать. О. Мне же нужен лаунчер. Да, возможно, сейчас... Куда нахер этот сраный лаунчер? Мне Троецарствие предложил. Сейчас отрублю мод и врублю, но заново. Клисан просто атакует через моды. Сейчас, ребята, придется винду переустановить, подождите. Ща. Разраб не на Linux. Так, есть VSL 2. Здравствуйте. Жестко, конечно. Сейчас бы стримить и играть с Linux. Не, ну сейчас уже получше с этим, конечно. Сука. Реально игру мне грохнуло. Это вообще какая-то невероятная подстава. Что случилось? Так, ну я сейчас что, Steam перезапущу. Посмотрим. Что... нет, я сейчас сделаю по-другому. Так, целостность файлов игры работает. Да нет, файлы не повредились. Какой-то бред. Ладно, давайте с простого начнем. Да, без мода не запускается. Первое это перезапустить Steam. Так. Сейчас, пацаны. На перезапущенном Steam. Бу, это, блядь, я не знаю. Что логи игры смотреть? Запусти экзешник от админа. Ты меня скамишь. Ну, сейчас запущу.
Так, экзешник от админа. Запускаем. Блядь, падла. Нет, не помогает. Так, сейчас. Бета-версии. Прыгаем на пачек назад. Потом прыгаем на пачек вперед. Или что, не получилось? Это полом, блядь, какой-то. Это пиздец. Если я ПК перезагружу, то... Вы уверены, что это поможет? А если нет? Пока стрим восстановлю. Сейчас, ребятки, дайте мне чуть-чуть времени. Не факт, что... А с чего вы взяли, что именно ПК надо перезагрузить? Сейчас в Стиме у меня есть что-нибудь. Сейчас я запущусь. Запущу какую-нибудь игру. Другую. Да при чем тут репка, булдыга? Игра не запускается. Ну, конечно, чтобы другую игру, блядь, запустить, надо кучу говна установить. Какого-нибудь. Сука, проклятые. Это же игра, блядь, от Microsoft. Age of Mythology. Давайте мне, блядь, ставьте все обновления Windows, Copilot нахуй на голову. Падлы, блядь. Сейчас увидим. Так, ну Master of Command работает. Как вы видите. Как вы слышите? Что-то там чуть-чуть посвистело. То есть это какой-то лог на уровне Вархаммера. Вахраммера. Который сразу запустился после этого. Только подождите, сейчас я запущу с модом. Падлы, блядь. Так и знал, что надо просто другую игру запустить. Сейчас чат верну. Секунду. Видите, сам все починил. И не нужен мне Linux никакой. И советы. Так, поехали. Прошу прощения, мы заново смотрим. Заново. На 20... Нет, мы заново. Вы этот реплей не видели. Давайте так. Смотрите, черный экран.
Заново. Ого! Ящеры! Хоба! Ящеры и хаос. Ладно, до 2.20. Мотаем, ребята. Мотаем. Ну вообще больше времени прошло. Может на 10-ю минуту сразу прыгнем. Чтобы нагнать. Пошла огненная башка. С этого угла, кстати, мы не видели. Давайте вот так. Это новый реплей. Вот так. Вы вот так видели? Я думаю, нет. До 20 здесь. До 20. Бешеные собаки понеслись к победе. Их останавливает Снейл Крим. Не собирается. Троллям немножечко грустно. Где Архаон? Архаон далеко. А кто будет спасать троллей? Не с лычками, не с дополнительной дисциплиной. Пока спасают. Получили с пылом по башке. Никаких уродов страшных сюда не набежало. Ну тут ни у кого нету ужасного вида, поэтому троллям нормально. Сетка. И сразу разрушение городов. Сколько набьет Маздамунди? Вместе с кометой? Неплохо, не лучший ролл. Еще изгнание пошло. Из комет. Все. Ну, кстати говоря, могло закончиться намного все хуже. Да. Он действительно промазал. Случилось все довольно грустно. Плевки пока не идут. Ящер отстает. Отстает сильно. Немножечко застрял. Эзон падший. Немножечко застрял. Ящер занимает лес. Тут загоняют бешеного Эзона. Эзона загоняют. Архаон тут как тут. Спасать троллей готов. Наездники снова взбесились и снова обосрались. Заливочка раскаленным роком в крокодилов. А крокодилам может быть плохо. Ой, может быть плохо. Тут наэлектризовало пацанов. Крокодилов будем выручать? Роксы, они же священные. Да, крокодилы накормили троллей. Сеточка! Чела с зоны. Его заплевывают, его расстреливают. Его еще и прокляли. Чтобы брони было мало. Он уже очень много набил, кстати. Вот его расстреливают, его заплевывают. Набил-то он до хера. Со спины здесь врыв, но ящер врыв отбивает. Нечем контрчаржануть. Пока что. Как же кайфуют тролли. 200 вэлью аж набили. На кайфе. Ну, если бы не фит крокодилов, наверное, было бы не так. У него все хорошо. Фит с крокодилами. Эзона, слышали? Улучшенная сетка. Маздамунди не сдается. Ловите сетку. Пошло разрушение городов. В этот раз мне повезет. Лудик на Маздамунди крутит. Я отобьюсь. И действительно отбился, и своих немножечко пробил. Еще дает изгнание, чтобы хашки замолчали навсегда. Плеватели работают. Так, Эзон выходит в драку. Забегает в толпу. А где же плеватель? Кто будет помогать? Наверное... крокодилы даже не выйдут. Крокодилы снова занимаются небольшим фидерством. Пошло проклятие или умри. Ой, проклятие или умри. Блин,
Новая передача, ребята, смотрите. По понедельникам. Зоны расстреливают. Ну тут еще Архаона надо будет забороть. Зон ушел от возмездия. Как Архончика забороть? Так, у нас Крокс. Хила у Маздамуди не будет. Ну слушайте, как будто опций, да, намного больше уже у Флауэра. За счет того, что есть Архаон, как минимум. Еще тролли сражаются. Регенс, еще тролли вернулись. О, пацаны. Это Флауэр в финале. Вот так-так. То есть Краблинг проиграл в своей группе только финалисту. Получается. Поздравляем Флауэра. Было затащено Флауэром. На разноцветных хашках. Так, пацаны. Да, у Краблинга там матч с шансом отомстить за первое ВВЦ. Сейчас, погодите, я открою вам оперу. Или пока не открою. А, сейчас, секунду, я пока там прибирают. Я же сетку должен поправить. Так. Это было жестко. Не помню, кто там где побеждал, да? Типа 1-1. Что-то такое. И в конце Флауэр. О как. Флауэр ждет. Я, правда, все матчи за третье место в сетке не сделал, но это чтобы не показывать. Не показывать, кто займет третье место. Такой у меня хитрый план. Что случилось? Ладно, я растяну букву А. Пацаны, не серчайте. Как ее убрать? Да иди ты нахрен. Ладно. Вид, полный экран. Альфредина против Краблинга. Альфредина пикает первый. Глобал Блан и Альфредина. Демоны и вампиры. Здесь Хаи и Огры. Зеленокожие от Альфредина. Норска от Альфредина. И ящеры от Альфредина. На что Краблинг отвечает? Я баню... А, Альфредина говорит, банит вампиратов. О как.
Альфредини. Краблинг говорит, не бан, без бана. Серьезно. Настолько на понтах выходит Краблинг, говорит, выбирай, что хочешь. Я беру воинов хаоса. И Альфредина берет зеленокожих. Ё-моё. Ля какой выходит на понтах. Ладно. И это... Интересный у нас подход. Ну, кстати говоря, зеленокожим действительно как будто очень сложно с этим воевать совсем. С хаоситами. Красная булдыга против вихритвари. Ну шо, пацаны. Вековой матч. Эпохальный матч. Два игрока, которые были чуть не задушены Бухгольцем. Встретились вдвоем в полуфинале. Да, теперь будут душить друг друга. Здесь Сарта с трансмуткой. Тут паучиха, гоблинский шамат. Шамат. Гоблинский шмат. Вот он. Много шматов в виде 4 отрядов кабанов, 5 отрядов кабанов. Огромной красной булдыги и, конечно же, шаманчика. Снова Эзон падший, который пришел обеспечивать победы. Происходит продушивание дорогой кабы. Кабы. Замедление? Ой, это замедление. Это надо дёру давать. Краблинг пока не понимает, что его замедлили. Вот сейчас осознал. Но кабаны уже здесь. Пацаны бросили своих. Кава побежала спасать. Ой, а тут чарш. А тут шарш. Но, кстати, не очень получилось зацепить. Кабаны немножечко побили, но у них же нету эффектов с удара. Никакого яда. Соответственно, тяжело догонять. Бешеная булдыга с кабанами нападает на грабителей. Краблинг опять использует свой любимый прием. Растащить юнитов просто по всей карте. И газует максимально далеко. О, тут щит не спас. 10 тысяч хп. Трансмутка, конечно, не так круто залетит. Ух ты! Бутербродный сюрприз произошел от краба. Здесь успевает отвести пацанов и ввести свой отряд гниющих всадников на контрчарж. Кашки возвращаются. Ой, как больно пацанам. Как больно кабанам. Еще одно замедление, но замедление... Да, оно лишь на землю кидается, да. Так, пак кабанов убит. Тут еще один водоворот перемен сейчас будет готов. Трансмутка все еще ждет своего часа. Ну, на самом деле, Краблинг может ее и не бросать, в целом, убив все остальное. Учитывая, как хорошо залетели остальные заклинания. Он попал в водоворот перемен. Булдыга грусть. А, и он решает сжечь булдыгу. Красную. Ой, тут зацепили гниющих всадников. Они успели только набить 400, они не успели пожить как следует. А их уже гасят в хлам. Но и трансмутка не прощает. Голодранцы несутся на перерез для того, чтобы убить гниющих всадников. Краблинг решает все-таки принять бой. Тем более его кава залетела с фланга.
Пошел вах. Так, Сквига избили. Возможно, его даже проводят. Сейчас до дома. Гниющие всадники с разворота держатся очень крепко. Краблинг успевает еще кинуть раскаленный рог и дак чарж. По противнику. Ну все, тут Сквигу капздец. Дается еще один поворот. Ой, поворот, водоворот. Новый поворот перемен. Хашки практически разбиты. Тут остаются лучники. Хашки, я имею в виду Альфредина. И для него это проблема, потому что его шамана могут расстрелять. Тут практически не остается кавалерии, кстати говоря. Вот в этих ребят вцепились. Конные грабители там могут в ответку по морде надавать. У Краблинг давит безжалостно. Очень тяжелая ситуация у Альфредина здесь. Полевок, но и зон драться не собирается. Да, тут уже выглядит как победа Краблинга, которую ему просто надо закрепить. Но, ребятки, выглядит прям GGVP. Раскаленный рог на ура залетает в этом бою. Просто. Как же он кабанов казнил. Как же ж он кабанов казнил. Гниющий всадник еще на пиццоху нарегенили на бегу. И пошла жара. Пошел камень. Хашки начинают душить. Кстати, они швернулись, да, гниющий всадник. Эзон тут вспомнил тоже, что он будет драться. Так. Ну и сейчас быстро моралька здесь отлетит, да? Здесь что там? Короны нет. Давайте ускорять. ГГ, 1-0. Сила мейнфраки. Затащила. Но Альфредина снова проиграл на орках. Вот так, мы с вами пикаем. Ну, пикаем, прыгаем. В пикабаны. Краблин говорит: Вуды. Грандовый Катай. И Сланеш. И банит Тамбов. Ему банят Сланеш. Окей. И это Кислев. Катай, наверное, будет против Кислева. Или кто? Вряд ли Вуды будут. Да, Катай против Кислева. Но в Вудах, наверное, супер неприятно против Кислева играть. Итак. Это Котай. Ну, Вудов он не банил, потому что он их Кислевым отконтрил. Итак, 2 грома против 2 больших пушек. На карте юг пустоши хаоса. Так. Тут еще куча кавы. Кава еще.
Впереди стоит Цяо Янь. Здесь же Алхимик, который дает дальность +5. Здесь же Инь-Янь, который дает скорость перезарядки. Катарина с уроном по синглам. Малыши Громы с дальностью 420 против дальности 472. Немножечко неприятная дальность. Драконокровный правитель с дыханием. Здесь же носятся железные когти. Катька, Катька. Катька на змее. Так, малыши Громы едут. Сразу попадают в зону стрельбы. Тут, кстати, удобное довольно дерево. Чтобы в него попадать снарядами. Сразу 2 пушки в малыша Грома. Краблинг еще поддувает Хашку, чтобы она не борзела. Очень больно. Нефритовый щит для перестрелки пошел. Одну пушку пробили. Коготь, который накидывает жестокие раны. Это Кава на нее налетела. Нифига себе смелая Кава. Легион Грифон. Решили задавить. Так, один малыш Гром загрустил. И немножечко уезжает. Смертельный мороз в сингла. Вот так. У Краблинга, наверное, к сожалению, для него нет времени сюда пушками пострелять, но сюда прилетели воронолюды, и сразу же кавалерия убежала, потому что их бы забросали бомбами. Противник пытается здесь что-то подстрелять, но у него не получается. Ух ты! А пушки почти перестреляны. Все, одна пушка перестреляна, а 2 Грома осталось. Что неприятно. Возможно, Краблинг сейчас попытается повязать этого Little Grom, потому что он проиграет артиллерийскую дуэль. Тут Little Grom прячется за деревьями. За деревьями не видно ни леса, ни Little Grom. Попытка сбить воронных людов. Я просмотрел, тут драка. А тут-то идет драка, тут нужна защита, тут летят вороновые люды. Пошел размен, срочно Краблинг шифтится туда. Задувочка по косовитам. Ну, кстати, не так больно оказалось. Нефритовые гусары. Очень сильное поражение, конечно, терпят. Неприятное для себя. Тут даже помощь лорда не нужна. Ну и да, останется два малыша Грома. Ой, вороновых людов съедают. Ой, съедают. Так, дервиши зацепили легион Грифона, но он сопротивляется. Еще Хашка несется сюда. Безумная Катарина попадает, правда, к железным когтям. Сейчас могут очень больно, неприятно сделать. Еще трансмуткой сверху накрыть. Хотя Краблинг нет. Краблинг не тратит на трансмутку время. Тут осталось всего 2 орудия. Катарина решила просто сдохнуть. О-о-о-о. Краблинг очень надеется, что у него сейчас ветра зарегенятся. И он просто прикончит ее улучшенной трансмутацией. А она копится, ребята. Она почти готова. Она почти готова. 115. Краблинг идет рядом, сопровождает. Трансмутка. Или не будет трансмутки, или она нужна здесь. Но это может быть похоронная. Пока летит. А, да, я забыл, что там 26, извините. Я что-то думал 24. Из головы вылетело. Попадает трансмутка, тут еще и расстрел идет. Да, да. Да я цифры перепутал, отстань.
Я тут за него болею, а он мне что пишет? Мог сказать, да, затупил, сорян. Ну, кстати, она довольно неплохо выжила. Сразу призывает тигра на всякий случай. Итак, пушки расстреляны, громы стреляют. Пытаются сбить алхимика. Полетела драконокровная правительница, которой надо уворачиваться, конечно же, от всего этого непотребства. Ой, испугалась. Неприятно. Снайперы пока не попадают. Громы не могут нормально стрелять в упор. Гром не хочет стрелять в брата. Как так можно? И отвернулся. Так, тут придется Краблингу убегать. Практически убит отряд железных когтей, но они набили сильно. О, какая интересная подлянка. И она ловит второй флаг. Катарина. Не третий. Краблинг сразу дает нефритовый щит. Катарине не дадут вернуться. Сейчас моралька откиснет. Ха-ха. 300 хп Катарина. Будет ли Краблинг пытаться ее застрелить? Сейчас увидим. Пехота уже добежала сюда. Да, он стреляет. Дыхание сжигают дервиши косовитов. По Катарине пока не попадают. Все еще висит какая-то перезарядка. Где ваши пули? Они стреляют куда угодно, но не в нее. Куда угодно, но не в нее. И приходится отступать. Как же эта Катарина живет. Тут еще улучшенный смертельный мороз, который магическая ошибка. Загэмблил. Но он не уходит. Работаем. Хе-хе-хе. Вот оно как. 19 хп, действительно стоим. А тут два. Тут кавалерия может попытаться прорваться, ее добить. Какая жесть. Имба. Не, ну она сейчас победит. Да. Жесть. И это победа Альфредина. Пацаны. 1-1 счет. Жестко, жестко. Фланги прикрыты. Да, матчи до конца. Ну что ж поделать. Самая тильтовая игра за весь чем. Но тут главное не тильтовать, ребята. Главное не тильтовать. Помните мальчика, который тильтовал? Бульдыгу. Вот он вылетел с сетки. Альфредина берет. Тамбов. Лезу. И больше никого. Ладно, Норск
Обманул. Обманул Краблинга, долго думал, но взял Норску. И банит Норску. Говорит, не хочу Норска Миррор. На это Краблинг отвечает, что он банит Тамбов. И берет Вудов. О. И это Вуды против ящеров. Угу. Так, Вуды против ящеров. Дуртху против Мазды. Как же любит этого лорда Альфредино. Вуды у Краба мейн фракции? Нет, Краблинг мейнит хаоситские фракции. Но Вудами всегда умел играть. Лесной Краблинг. Копейщики на хладнокровных здесь и наездники. Посмотрите, сколько кавы. Просто гигантское количество кавалерии от Альфредина. У Краблинга кавалерии здесь практически нет. 3 пака кавы. Против 8 паков кавы. Ё-моё. Ну, выглядит все, конечно, тяжело для Краблинга. Имхо. Я не знаю. Чисто стоять в лесу. Но как ты будешь стоять в лесу, когда тут говныга вообще лютая может на голову прилететь? А, пацаны. Я знал, что у вас, блядских эльфов, нет чести, нет уважения, нет пива! Да тут дворфов не берут, ни у кого ни чести, ни уважения, ни пива пока что нет. Полужелезный, к сожалению. Ящер пока расставляет свои сети. Немножко поплевывает так. Поплевывает, смазывает. И кавалерия здесь. Чарж на чарж. Роковая стая. Бедных всадников хавают. Шипастый щит только сейчас был брошен. Уже немножечко поздновато. Им грустно, им больно. Они пытаются выжить. Дуртку там еще кастует свои страшные вещи. Краблинг готовится отстреливаться. Идет Мазда наглый, который сейчас будет сдувать. Пошло разрушение городов. С надеждой, что оно проролит сюда. И смотрим. Ой, хорошая пошла. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вторая мимо. И третья сюда. Этому отряду повезло. Пошло изгнание. Противник уже везде. Противник всюду. И это еще драка у Лайна. Ох, это же драка у Лайна. Пацаны могут не вернуться. Никогда. Фронтлайн пробит, и туда несутся ящеры. Дуртку дает меч Дайта. Сразу. Но чем здесь защищаться? Сестры Терновника отбились. Противника крайне дохера. Меч Дайта работает, Краблинг фокусит. Ведет пока по вэлью. Несмотря ни на что. Дуртхан Блабыга. О, появляется Мантикора. Сестры Терновника здесь. Все, правда, отряды повязаны у Краблинга. Здесь лучники прячутся в копейщиках.
Пытаются, по крайней мере, спрятаться. Пошла еще одна роковая стая. Мантикора помогает своим ужасающим видом. Тут бонус же, да? От ландшафта, от леса. Небольшой бонус к защите. К Маздамунде пристали. Ему неприятно, ему приходится уходить. Дутый накидывает всем по шапке. Несмотря на плевки. Сестры Терновника отлетают. Здесь Стража Полян грустит. Меч Дайта еще далеко. Еще целую минуту ждать. Дрядки, кстати, помогли. Ух ты, а вот здесь небольшой камбэк случился у нас. Дрядки помогли. Отклистали кавалерию, там же и копейщики. Полоска давит Альфредина. Инфу по капу точки вернуть. В смысле? Просто никто не захватывает точку. Ребята. Еще одна роковая стая. Здесь Мантикора взбесилась. Но противник жрет лучников. Жрет очень сильно. Очень-очень-очень старается. Ух ты! Какой же Маздамунди неприятный мужчина. Но выглядело это больно. Не так больно, как оказалось, конечно. Краблин пытается спасти здесь лучников всеми силами. И тут изгнание залетает. И все такие, ну ладно, мы с лучниками не общались. В целом мы их и не знаем. Какая же впитка на дух. Как же много здесь плевков на самом деле. Сейчас будет плевать просто бесконечно противник. Счет сравнялся. Краблинг уже не ведет. Не так, как вел. Нечем особо заткнуть плевателей. Трипака. Я даже не знаю, что будет. Мазду просто так не поймать. Чарж просто в морду. Адский. Коцаной кавы. Как же больно этим копейщикам. Как же они хотели жить и кайфовать. Дурху пока успешно доджит выстрелы. Ну, у него 35% сопротивления этим плевкам. Ну да, у Альфредина здесь преимущество скорости. Кава его сносит. Противник. Драться с Дуртху он не будет, он будет выбивать все отряды. Выкусывает. Обморожение работает, кстати. Альфредина пытается очень сильно спасти кавалерию. Так как он точку не захватывал, Краблинг может здесь чуть-чуть побегать за ним. Что творит? Что творит? Ну и остается один Дутый, который съел весь бюджет, которого будут кайтить бесконечно и просто расстреливать. Никто с ним уже разговаривать не будет. Это будет просто расстрел на месте. У Краблинга есть еще меч Дайта. Вряд ли. Я не знаю, что должно случиться, чтобы Альфредина попался на хороший каст этим мечом. Просто невероятная какая-то история должна произойти. Кавалерия тогда поплывет. Мазда, естественно, не будут к Дурту подходить никогда. Чё по снарядам? Тут еще до хера выстрелов. Еще 13.
Дал по шапке. Альфредина изображает зачем-то правила атаки. Опачки, сюрпризочки. Краблинг накопил. Маздамуди задумался о своей жизни. О том, что ему делать. Как быть. И в него садятся. Она может взбеситься. Она не попадает по спине чела на стуле. Он все еще жив. Она бежит боком. Она что, не попала еще раз? Ну что-то как-то не ролится. Что-то как-то попадание по 20 защите не работает. Ладно, по 30. Пошел меч дает в толпу. Стул действительно защищает. Пацанов немного плавит. Пошла сетка от Мацды. И их не поплавило мечом. Нифига себе. Это поворот. Их не поплавило мечом. Мазда абсолютно целый. Все удары по нему не прошли. Хи-хи-хи-хи. Да. Да, реально игры на тип. Краблинг пошел захватывать точки. А вот будь у Дуртху хил. Альфредина бегает максимально близко, чтобы нанести максимальный урон. Слушайте, ну дуты еще представляют угрозу, конечно. Меча Дайта больше нет. Ветров магии больше нет. Что тут у нас? Трипл в К. Можно больно впитать. Очень больно. Альфредина будет с максимально близкого расстояния, наверное, наплевать. Граблинг будет пытаться увернуться. Вот эти пацаны. Точку Альфредина не даст перезахватить. И вот эти пацаны, да. Ага, вот эти ребята. Снаряды закончил. Куда Краблинг пошел? Он решил, что его раскатят по точке, да, и он типа любой ценой просто попытается убить Мазду. Понял. Сдохни. Сдохни, тварь. Да. Ну, GG. 2-1 идет Альфредина. Гигатильт. Ультра. Мега. Гигатильт. Ой, извините, я не туда засчитал. Ну, бывает, ребята, шо? Как играть после такого? Надо побеждать. Надо побеждать. Надо играть за дворфов после такого. Давайте смотреть. Да, зачем проигрывать? Избегайте лузов. Краблин говорит, Зинч. Норска. И Бретония. Булдыга на ухо нашептал. И банит хаос. Жалко, Альфредина еще раз не может зеленокожих пикнуть. Альфредина банит Норску, не дает Краблингу поиграть на Норске. И вот тут дворфы идеально залетают, отвечаю. И берет Империю. О как. И это Бретония против Империи. Ух ты ж. Ух ты ж. Ух ты ж.
Бретония против Империи. Так, тут, конечно, билдыги, мое почтение. Альфредина решил играть через Карла Франца с 3 демиками. Тут Альберик Борделовский. У Альфредина билд, как будто это Алрик играет, отвечаю. Вот что-то из его любимого. Из этой движухи. Это вера в мощь Карла Франца. И в мощь демиков. Карта еще, конечно, очень могучая. Затаренный Карл. Сидящий. Альберика посадили. Да, ядрит твою мать, какие налетчики. Показывай. Вэлью, тварь. Ой, Вэлью, Затар. Максимальный Затар. Тут лучники сразу отстреливаются. Альберик из Булдыги. Булдыга. Я бы на твоем месте не рассказывал, если Альберик в тебе был. Ну или в какие-то компетентные органы надо сообщить. Дело опасное. Дело подсудное, я бы даже сказал. Карл такой, смотрите. Хочет украсть Грааль. Такой, о, мне, мое. И это был байт. Но это байт на удар на нулевой. К сожалению, не прошел удар. Так бывает. Спина Карла бронирована, как обычно. Там все еще стул Маздамунди замаскирован. Так, демики в себя поверили. Жесткий чарж в королевских. Ой, в крестьян, который на самом деле особо не нужен. Ну что, Краблинг будет ждать? Да? Что-то придумывать придется здесь. Альфредина. У Краблинга есть лучники. Крестьяне с шипастым щитом. Лол. Самые непобедимые крестьяне в мире. Пацаны решили себя пробить. Так, ну лучники пока работают. Тут один хил. Боевой магии нет. Это просто золотое время для лучников. Как же они кайфуют. Пошла кровь земли, которая, посмотрите, в обход налогов хилит. Контрабандный хил. Интересно, конечно. Ух ты. Интересно, в каком мире Карл Франц думал, что Альберик с ним такой: ну ладно, размениваемся, братан. У тебя же Халмарас. И действительно, в этом мире он включает Халмарас. И пошел размен. Ладно. 94 против 69. 38. И действительно. Руноклык, правда, не включил. А, ну да. Да, тут же есть возрождение. А Карл передумал возрождаться. Карл подумал, что это про картины из какой-то эпохи. Пошла улучшенная кровь земли. Опачки, хоть здесь налоги. Тут хотя бы в Карла засчитывается. Но только Карл платит налоги. Пацаны, я верю в 2-2. Пока что происходит бретонская мощь. Карл летит. Точка захвачена. Но Альфредина не остается варианта, да? У него что, долго перестреливаться? Он не выдерживает перестрелки, потому что лучники намного эффективнее тут настреливают.
Налетчик просто стоят, купуют. А, полный вперед, полный назад. Я вас понял. Крестьяне с 38 дисциплины, ребята. Это гига-мощь. Тут пока ветра берегутся. Ох ты! Вот это нормально сел. Ударил, взлетел. Это вам не удар. Еще раз сел. Да что такое? На кайфах. Альберик передумал садиться. Или все-таки сел. Улучшенный шипастый щит. Пошел размен. На жестком жопастом щите Карл передумал, резко передумал размениваться. Хотя нет, он не передумал. Он и пришел помогать демикам, которых съели. Пришел помогать демиксам. И ушел. Здесь уже нет демигрифов. Значит, и моя помощь не требуется. Говорит Карл. Пошла улучшенная кровь земли. Очень сильно хилят работяг. Бретония пока стоит. Так, это чумные стрелы. Очень важные чумные стрелы, которые снижают атаку демиков. Мешают им драться. Здесь же бешеный Альберик. Он накидывает минус мораль. Тут Карл спасает тоже ситуацию. Это искатели Грааля, ребята. Не абы что. Опачки. Прорыв рыцарей империи. Тут тоже, возможно, будет сейчас прорыв. Тут пацанов напугали. Тут расстрел идет. Наверное, помощь странствующих рыцарей понадобится сейчас еще где-нибудь. Как же маг хилит. Как же маг хилит. Но Краблинг уже настроен на размен. На размен. Возможно, этих ребят сейчас еще примут, если Краблинг увидит. Так, это всего лишь странствующие рыцари. Это искатели Грааля. Да, Краблинг решил доесть. Тут целый пак пошел. Пока что впереди. Конечно, очень много отхилил Альфредина. Пропустил замес в левой части. Здесь, там. Ну, что бывает. Я волнуюсь за тебя, поэтому пропустил. Меня трясет. Я смотрю самое главное. Я зрю в суть. Убиты еще одни демики. Но это уже пахнет победой. Пахнет 2-2, пацаны. Пахнет 2-двыгой. Зажали Карла. И Карла убивают. Это 2-2. Это 2-2, пацаны. Фу, блядь. 2-2. Да, тут красиво перестоял. Тактически. Это очень вкусный хлеб, да. Это действительно вкусный хлеб. Я, конечно, не думал, что Альберик такой крутой. Способен Карлу кабину разломать. И шипастый щит, конечно, демигрифов стер просто. Так, а что там по десайдерам, ребята? Что по десайдерам? В этот раз-то Краблингу нельзя будет забанить Норску. Краблинга же в конце будет Норска какая-нибудь. Победная, наверное, да? Краблинг говорит Норска. И Кислив. Это воины хаоса. Норска, наверное, Краблинг выберет. Да. Норска против хаоса. Окей.
Ребятки. Норска против Хаоса. Легендарный матчап, который Краблинг знает вдоль и поперек. Мне кажется, лучше и представить себе нельзя для Краблинга ситуации, чем Норска против Хаоса. Мы же верим. Мы же верим. Юнитов, конечно, тут очень мало, потому что толстожопый у нас Вульфрик. Архаон в Затаре. Итак, у ножки сильнее Хашка. Считается. Ну, за счет обилы вот этой мародерской. Где Этина? А Краблинг не фанат Этинов. Здесь Вульфрик. Здесь маг металла с трансмуточкой. Здесь рорные дикие пасти Ульфхеднары. Архаон с похищением души будет кидаться, наверное, в мага. Постоянно похищение. Увидел все это дело Архаон, передумал немножечко. Но у Архаона есть 2 пака рыцарей хаоса с пиками. И это рыцари хаоса Хорна, еще с огненными атаками. Ну, что очень хорошо против Вульфхеднаров, который часто заменяет Каву. Банов никаких. Это финальная игра. По пику, ну не то чтобы выиграл, ребята. Проигрывала Норская не раз. Просто можно играть уверенно здесь. Этот матч отыгран миллионы раз. Уже просто бесконечное количество раз. Мы его с вами видели. Тут собачки пытаются прокрасться. Краблинг нагло хашками бегает. Здесь яда нет. Альфредина сначала думал, нет, я не нападу. Потом решил, я нападу. Краблингу выгодно, он копит трансмутку. Архон, конечно, толстомордый. Трансмуткой его просто так не накроешь. Не факт, что будут накрывать, потому что, возможно, тут усиленная ржавая чума полетит в рыцари хаоса Хорна. Подставились волки. Очень неприятно. Начинается драка. Пачку цепляют. На пол хп. Вульфрик дает контр-чардж. Дает охотника на воителей в Архаона. Охотник на водителей. Вульфрик грабит коммерсов на трассе. Еще меч Торгальда. И чардж не прошел. Он застрял в волчаре в своем. Сила мамонта в чардже. Да? Он просто толкает Архаона. Просто вытолкнул Архаона. К сожалению, атаки не ролятся. Все еще не ролятся. Тут пока идут размены. Хашки, собаки. Все выстроились строем. Вульфрик сказал: стройся, Хашка. Да, к сожалению, Архаон мог получить здесь 3 плюхи и потерять значительное количество хп, но он их не получил. Здесь отряд принесен в жертву. Во славу резни. Ну, Вульфрик немного застрял в своих. Подождите, где же самые главные отряды? Вот они, вот они, вот они. Вот они бегут. Бегут! Вульфрик снова берет разгон. Архаон пока не включает меч. Ух ты, пылающий меч от Архаона. Резко. Правда, Вульфрик застревает с чаржем. Какой-то тильтовый кораблик небольшой. Бескличный. Архаон снова бьет. Кстати, атака солидная. Точнее, Вульфрик снова бьет Архаона. И пошла трансмутка. Ух ты, атакует драку толпа на толпу. Очень сильно не хочет Альфредина.
Потому что это плотная трансмутка в блоб. И в лоб, и в блоб. У него что, бесконечные пылающие мечи? Маг фармит. Очень фармит. Ох, попадание. Фу, трансмутка залетает. Но рыцари Хорна еще живы. Маг попался под Архаона. Архаон включает убийцу королей. Говорит, ты король магов. Король шаманов, тварь. Я тебя порву. Пошел разгон. Пошел разгон. Попал под ноги здесь. Вульфрик разгоняется. Попадает, дает поджопник. Хашка убегает, ее перехватывают. Здесь пытаются перехватить. Хашка может загрустить, конечно, если попадется. Архаон замедленный. Потому что на нем охотник на воителей. Ну и Мамонт устал немного бегать. Что ему делать? А Хашку поймали в лесу. Просто поймали и казнили. Как же неприятно. И рыцари хаоса все еще живы. Пошла охота за Архоном. Здесь несутся волчары, они немножечко застряли. Они Архона не цепанут. Волчары сейчас, наверное, пойдут на перерез. Несется Хашка. Несется Хашка. Кораблик. Я думал, он на перерез пойдет реально волчарами. А тут Хашка передает привет. Небольшие проблемы у Архаона. Он кидает похищение души. Трансмутка копится, ребята. Трансмутка копится. Архаона нужно цеплять. Его зацепили. Вульфрик здесь. Вульфрик рядом. Готов брать разгон. Тут, правда, еще рыцари. Рыцари будут бежать спасать. Архаона не цепляют. Зацепили его. Там идет драка еще на фоне. Хашка очень сильно обходит меч Торгальда. Можно побить рыцарей, которые подставляются, лишь бы спасти Архаона. Волчары испугались. 22 из 26. И мне кажется, Архаона трансмуткой казнят. Либо он убежит максимально далеко. Но что-то же надо делать с Вульфриком. Дает пылающий меч. Дает похищение. 23 ветра. Шаман бежит. Шаман конный. 66. Здесь 72. 24 ветра. Альфредина, конечно же, понимает, зачем бегает шаман. 72, 53. «25». Пошла трансмутка. Не пошла. Не идет. Шаман может сдохнуть и не кинуть трансмутку. Ой, он может сдохнуть, не кинуть трансмутку. Пиздец. Очень плохо. Очень плохо. Альфредина просто радуется. Он счастлив. Им кораблингу приходится кидать трансмутацию, потому что его маг погибает. Да. Альфредина мог проиграть эту игру сейчас, словив Вархаона. Но он уходит на последнем сантиметрике. Но Вульфрик гигажирный. Я не знаю, что должно случиться, чтобы он отлетел здесь. Должны случиться максимальные неудобные роллы. Хотя время будет тянуть Архаон и душить. Пару тысяч выдушит. Пошли демоны. Вульфрик решает не драться. А есть еще и металки. Ох ты ж. Да, есть еще и металки. Ну, 25 раз похищения души не будет. Хотя, с другой стороны, он может накидывать. Но может накидывать очень много.
Кораблик байтит. Ух ты, чарж пропускает. Не пропускает, а где чарж? Ну это фул поплава, конечно. Да какие же везучие воины хаоса. Здесь размен. Так, точка сейчас будет захвачена. Вот этим пацанам тяжело подойти, потому что их бутерброднут. Тут уже набито, да? Так, разогнано. Гига жирный вульфрик, очень жирный. Краблин подходит на расстояние броска. Не бросает пока что. Вульфрику надо стоять отдыхать, видимо. Что ему остается? Архаон будет надеяться на все спилы. К сожалению, снаряды мимо здесь. Ну выглядит, конечно, у краба огромное преимущество. Фух, конечно, жесть. Но близко, близко. У Альфредина здесь очень мало шансов. Я не знаю, что должно случиться. Тут должны удалить Вульфрика. А Краблинг решает идти все ва-банк. Он здесь. Он здесь. Ну, как бы не совсем ва-банк, ладно, учитывая его преимущество. Пошел чарж. Пошел чарж. Пошел чарж. И прошел. Чарж прошел. Ух ты, как больно. Архаон зажат. Это ГГ, ребята. Это ГГ. Наш средний пабер и в финале. Ой-ой-ой-ой-ой. Еще и отомстил за ВВЦ. За первый. Но это сильно, конечно. Это сильно. Завтра будет крутой день. Есть шанс отыграться с Флауэром. Да, как же он натренировался в МП-компании. Вот представляете, обычный игрок в МП-компании, Краблинг, пришел сюда попробовать свои силы на ВВЦ. И как далеко прошел. Обычный гейммастер настолок. Не, ну мощныга. Мощныга. Да, это супер эпично. Спасибо огромное админам, которые показывали пики бана. Это добавляет небольшой слой интриги, так сказать. Фу, это, конечно, круто. Я прям переволновался. Да, вторая была близко очень проиграна. Третья, конечно, там Маздамунде везло сильно, но там и в других моментах были неприятные вещи. Вот. Вот вторая на анлаке проиграна вообще в хлам. Финал завтра в 21. Окей. Сначала стартует с боя за третьего места, да, потом финал. Я не знаю, откуда Флауэр. Он русскоговорящий. Вот так. Это мы точно знаем. Два БО-7. Он был из ВЭ, да.
Было 21 завтра, наверное. Флауэр-француз. Почему ушел из ВМ? А ты видел, как тут Краблинг в чате общается все эту серию стримов ВВЦ? И еще спрашиваешь такие вопросы? Даже Булдыга ливнул из ВМ. А у Булдыги менталка чуть ли не самая крепкая вообще среди всего СНГ, как вы знаете. Не, Флауэр не заходит на стримы. Иногда в Дискорде бывает, по-моему. Вот. На стримах я его не помню. На этих. Но это действительно крутой результат. Флауэр, он же в целом не олд. Да, и он очень высокий результат добился. Самый перспективный молодой новичок. Ну как, он уже, конечно же, не новичок. Но в целом свежий игрок по меркам ТВВ комьюнити. Не, я супер рад, что у нас такой финал. Очень круто. Очень круто. Флауэр давно... Ну, насколько давно? Я его помню... 2 ЧРа, мне кажется, нет? Или 3. Не, может, я ошибаюсь, конечно. Он потихоньку рос. Цветочек прорастал, я понял. В панцире. Ну, он, ЧР только 2024 появился. Я же говорю, ну, типа, для меня это не супер новое имя. То есть, вот появился вот 2 ЧРа назад. И как вырос. Да, ушел из ВМ в 2022 году, но начал играть в Аху в 2024. В целом, так и было. Его уволили 4 года назад по документам. А будет анонс каста. Не, ну Краблик свои комментарии даст, конечно. Фух, ребята, ладно, буду я заканчивать. Вам огромное спасибо за просмотр. Игрокам спасибо за красивую игру. Админам спасибо за эти схемы приятные из реплея. Вот, донатерам. Спасибо донатерам. Полужелезный, Бедлам, Маврик, Реши, Аноним, Декамен, Есехчик, Паразит. Все, ребятки, тогда завтра в 9 вечера смотрим с вами финал. Всем пока.